See, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
Так, ну что, немного я тут подзадержался, надо было резко посуду помыть, так что извиняйте. Начинаем. Это уже, мать вашу, 16-й стрим по АОП 2.1. Да, жесть. И мы продолжаем. Сейчас только чат немного подвину, вот так вот. Хорошо. Что у нас в чате? Lusitania Detextao. Hi Lusitania here. Hey Lusitania Detextao. Greetings from Russia. Nice cool sound. Thank you, thank you. BC Treasure Trios. Hi. Yeah. The new adventure in Stalker. Мисти, не знаю, ну непонятно по смайлику какой язык. Ну, привет тебе или hi Мисти. Или Ола, ну, не знаю, не уверен. Ладно. Поехали. Значит, у нас по программе в первую очередь стройплощадка. Я там квестов набрал выше башки, так что будем сегодня заниматься этим вопросом.
Очень мясной будет стрим, я так думаю, потому что, учитывая любовь разработчиков к бессмертным всяким, даже НПС не поворачивается язык назвать. Ну, короче, вы поняли. Это явно будет весело. Без пулестойкости там вообще делать нечего. Ладно. Сейчас загрузится. На прошлом стриме много интересного уже выполнили. Там бонусные тайники стрелка нашли. В Припяти. Потом на дикой территории. Следующий у нас в саркофаге. Но в саркофаг мы не пойдем, пока не получим ПДА стрелка. ПДА стрелка мы не получим, пока не отдадим шахтеру. Скальп контролера, который в свою очередь мы не получим, пока у нас не будет рецепта, который мы не получим в свою очередь, пока на металлургическом заводе квесты не выполним. Короче, жопа. Химерка сквозь камни бегает, ясно, понятно. Что у нас очередная загрузка сразу. VC, hey, V92. Hey VC, what's up? How you doing? Харон, ты не смотрел? Ну, молодец, что я тебе могу сказать. Потом посмотришь, значит. Или не посмотришь. Так. Вот она, стройплощадка. Здесь у нас прям огромная куча квестов. Всякие наемники, мыло, медь, что-то там еще какие-то ПДА. Короче, до хрена и больше квестов. И сейчас мы будем всем этим заниматься. Да, еще и по ходу дела, я уверен, накидают нам что-нибудь. Короче, такое. BC Treasure Trails, your Russian is very bad. Да. Окей, BC Treasure Trails. Так, что мы появились где-то? О, нас сразу турели встречают. Я понял. Так, понятно. А, это БТР. Так, ну ладно, БТР не важно. С БТРом мы потом разберемся. А вот и военные. О, все, веселье начинается. Сейчас у вас еще убитый будет. Ух, твою мать, что происходит? Жесть. Флешку мне кинули. И куда это он делся? А туда ли ты зашел, петушок? Закончились? Ёп! Чё происходит? Опять эти суицидники тут. А да по-любому. Под ноги себе стреляют из РПГ. О, там вот вижу еще враги. Здесь враги. Вот враг.
О, смотри, смотри. Он вообще не в теме, что происходит. Чё за жесть? BC TG Trails. Лол. Ну, мы сейчас пособираем-то хабарчик. Кто там такой умный, а? ПКМ не отдавай. Так. О! Фрицовские патроны. Наемник. Тут какое-то мясо происходит. О! Йоу! Ты адекватный, слышь? Отдай мне это. Неадекват. Ой, биомасса! Вот вас мне только тут не хватало. Кого зафоткать можно? Никого. Ладно. Блин, биомасса. Блин, а ничего я не могу сделать сейчас. Так, туда я наверх не залезу, да? Сюда тоже не залезу. Бля, куда я залезу-то? Жесть. Так, БТР. Да, ну конечно же. БТР плюс турели. Так. Минус одна. Вылазь! Вылазь! Ага. Я тебя понял. Как это я не попал? У меня снайперка, вы издеваетесь? Подойди сюда. Куда-то он там ушел. Ну и что? А ну на месте. Вот тут я с тобой согласен. Ну допрыгался ты, парень. Ага. Где еще наемники? Какая разница? Блин, а где? Где-то шмаляют, а где непонятно. Ладно, займемся пока турелью. Все, готов.
Так, мне нужна снайперка с автонаведением. О, кстати, у меня на палача теперь много патронов, так что имеет смысл его использовать как-то. Но... И кто здесь? Там никого нет. Тихо, 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 тихо. А кто это у нас тут такой бессмертный, а? Понятно. Смысла нет. Сейчас мы немного пособираем. Побара. Ой-ё. Хорошо, хоть необычный БТР. Ай, биомассы. Чё за БТРом спрятался? Думаешь, тебя не найдут, что ли? Так. Надо бы починиться. Ща, момент. А как тебе такой поворот? Что тут у нас? М60. Блин, биомасса. Твою медь. Биомасса нехорошо. Да что за... Опять этот тупой постэффект. Отлично. Так, а вот это у нас конвой, который надо уничтожить, да? Да что это за БТР такой, который выстрел не относит? Да, разработчики постарались, все для удобства игроков сделали. И биомасс нахерачили, чтобы уж с гарантией было удобно прицеливаться и все остальное. Ну понятно, что ты скажешь. Охренеть они бессмертные. Так, ну я, конечно, не уверен. Ну, я думаю, стоит поискать биомассу. Так, можно снять вот это. Можно снять... Где-то у нас симбион. Вот. Можно снять... Вот это и вот это. Вот так сделать. Чтоб пулестойкость не ослаблять особо. Сейчас, погоди. Где тут биомасса-то? 8,6, хорошо. Разрыв, правда, минус 45. Ну, что поделать. Так, ну тут у нас зомбаки, тут. Это потом. Биомасса где-то тут. Где-то здесь она должна быть. Возможно, вот где-то вообще тут под мостом или что-то такое.
Где ее могли запихать? Какую жопу? О, здорово. Не обессудь. Чё? А где биомасса-то? Да отвалите от меня. Охреневшие баклажаны. Так, пойдем разваливать. Я чисто шмаляю неизвестно куда. Где же эта тварьская биомасса, а? Мне надо ее срочно найти, она меня достала уже. Вон она стоит. Ах ты тварь. Только вот это еще не все, слушай. Еще биомасса есть. А где они еще есть? Угу, где-то тут. Здорово, Лав. Здорово. Где те мрази, а? Как их еще назвать? Реально мрази. Где их искать-то? О! 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 И все равно это не все. Ну да, действительно. Зачем? У нас пусто. Вообще можно попробовать автонаведением их найти как-то, не знаю. Зомбари. О, там и чумной есть, и еще какой-то. Все еще никого не могу сфоткать. Хорошо. Где мой АЕК? Что, двое всего? О, с экзачом, пацанчик. А, мать! Ну-ка. Тварьские биомассы, а? Где они? Давай. Покажись.
Реально, хрен найдешь. Так, ну если здесь, значит, она и должна быть где-то здесь, по идее. Чё это я? Вздыхаю. Непонятно вообще ничего. Меченого не кормишь? Да я уже столько аптечек сожрал, что неудивительно, что он жрать хочет. Палач. Так где же эта тварьская биомасса, а? Вообще непонятно ничего. Чё, где? Здесь вроде и нет эффекта. Так, ну ладно. Тогда давай полутаем наемников. А то я их вообще не лутал что-то. АК-105. Забираем. М4 тоже возьмем. Слушай, товарищ, может ты мне экзоскелет подаришь? Нет? Ну ты ж матяра. Че у тебя хорошего есть? Опять ни хрена. Какие вы все бедные, а, реально? Че вы все такие бедные? Чисто... О, это что? О, неисправный ручной телепортатор. Вот и один квест у нас тут выполнит. И Форт 15. Сохраночку надо сделать, именную. Где-то детектится один человек. Вертолет! Твою медь. Вертолет. Понятно, он со стороны базы летит, все, я понял. Сейчас будем решать вопрос. Вообще их тут, по-моему, 2 будет. Да, мясо на этой локации конкретное. Быстрее, быстрее, быстрее. Фу, успел. Успел. Ну что? Разберемся с вами? Вон он, вон он. Висит. Так-то, понял. Вали отсюда, пока цел. А, второй. Второй, все понял. Второй. Эх,
Как я люблю на это наблюдать за этим, а? Да. 3 вертолета! Да вы охренели! Может, вы еще с десяток подгоните? Охренеть, блин. 3 вертолета! Три, мать его, вертолета. 3. О, я недооценил мясо на этой локации. Здесь без пулестойкости вообще делать нечего. Ага, прилетел, да? Еще кто-то шмаляет. Да где же они есть-то? С той стороны летит. С этой стороны летит. Вон он с разворота идет. Веселуха, да. Прям аж такая веселуха. Вон он. Что, не будет стрелять? Странно. О! Десант высадили. Ну десант-то ладно. Десант это ни о чем. Мне главное вон с вертолетами разобраться. Жесть. О! Вот это было опасно. Он спер мой палач, педик. Ах ты, ублюдина, сейчас я с тобой разберусь. Будешь ты еще мой палач за 150к у меня из рук выбивать. Я тебя сейчас из рук так выбью, охренеешь вообще, понял? Все, ты меня разозлил. Сейчас, погоди. Ну чё, где ты? Где ты? Ага, вертолет уже с другой стороны облетает, я понял. Вова, подойди сюда, ублюдина. Подойди по-братски. Где эти вертолеты, блин? Да что за хрень? Сколько же в него надо выстрелить-то? Жесть. Ща, погодите. Сейчас я вам устрою и ниже, и туда.
И сюда. Я вам все устрою. Есть. Есть. Пошел отсюда. Ага. Ага. Решил обстрелять напоследок. Ну-ну. Сейчас я тебе постреляю. Сейчас. Это же ты сделал, да? Это же ты сделал, правда? Охренеть. Я же их двоих подбил. Какого хера он еще здесь? Чё происходит, блин, а? Ну ладно, ладно, зря ты себя проявил. Мог бы еще пожить так. А теперь все. Теперь только пойдешь нахер. Ага. А чё это они? Не понял. Да выебался. Еще один остался. Нормально его вынесло. Вон он стоит. Висит, вернее. Погоди, погоди. А куда это мы полетели? Все, упал. Блин, но я все равно слышу винты. Да сколько их тут? Сколько тут вертолетов? А, еще один. Да что ж такое-то? Давай, давай, падай, падай. Падать не хочет. Ну давай. Долетался. Педик. Вроде закончились вертолеты. Где-то остался еще один враг. Надо его найти. Так, это уже за забором. 4 вертолета. Что за мясо тут? Так, тут ничего нет. Здесь... я не знаю. Слушай, а можно? Урал. Я в курсе, что Урал.
Из оружия можно его расстрелять? Походу нет. Шо, наемничек? Поранили тебя? Ну я тебе помогу немного. Угу. Вылазь. Честь. Нету? БТР. Пойдем БТР развалим. Я хочу БТР развалить. Лови. Отлично. Так, что по поводу остальных? Ну, я думаю, с вас эфок простых хватит-то. Грузовик с боеприпасами должен... Чё? Не хватит? Ты чё, охренел? А ну... Ни хрена себе, 3 эвки. 3 эвки! Так, кто шмаляет-то? Ни хрена себе. Шатал мне. Ну все. Пулеметчик развален. Чё ты орёшь там? На. Доволен. Кто? Где? Глаз на жопу натяну. Сомневаетесь? Ага. Турель. Но. Да блин, да... Ну... Что за хрень? Куда шмаляют-то? Да, конечно, бред еще тот. Зомби просто с наемниками рядом ходят, им насрать просто на них. Ну а зачем? Че на них внимание обращать-то? Зажигалка. Всего одна у меня. Выжигалка есть. Ну, в принципе, есть эвки. Давай эвками подрывать, как бы. Кстати, я еще не пробовал взрывать их кувалдой. Не, им насрать на кувалду. Как в оригинале БТРы ножом повзрывать не получится.
Хорошо. Что еще тут есть интересного? Вот какой-то валяется. С него мы тоже все заберем. Так, ну это вроде как остановка, но здесь я никаких частей карты альпиниста не вижу. Так, погоди-ка. Что я еще снимал? Отхил. Все. Ничего, недолго тебе осталось за мусоркой прятаться. Так, турель. Ну, турель это ладно. Турель это ладно. Меня вот эти вот интересуют. Сейчас я буду тебя с особой жестокостью. Да. Ёб твою медь! Что происходит? Еще и эти подтянулись. Ну да, ну да. Действительно, чё бы нет-то. Вот это уже поопаснее будет. Попробуем их кувалдой развалить. Отлично. Получилось развалить их кувалдой. Зомбаки сюда идут. Ну, подходите, чё. На. И тебе подарочек. Ты тоже хочешь? Да, вообще без базара. Где мой АЕК? Сейчас до тебя дело дойдет, не сомневайся. Вот так. Ник НСК, здорово. На этапе стройплощадки. Прохождение. Так, у вас что есть? У вас ничего нет. А у тебя? А у тебя? А у тебя? Что вы все такие бедные, а? Ныкаешься, да? Ныкайся, ныкайся. Недолго тебе ныкаться осталось. Ща, погоди. Как? Нормально? Я тоже думаю, что нормально. Отлично. Так, вон еще кто-то ходит. Кто это ходит? Не, ну это наемник ходит, слушай, это бан. Ух ты! Вот это поворот. Погоди, ща я поближе подойду. Мне тут это только надо обыскать. Я тебя не обыскал, да? Тебя тоже не обыскал. Значит, обыщем. Лут мой отдавайте все.
кем-то там наемники воюют. Есть. А кого это мы там высматривали, а? Монолитовцев, что ли? Что-то мне подозрительно. Ёб твою, что происходит? Опять эти суицидники здесь. Палач, быстро палач. Суицидники эти неадекватные. Смотри, монолитовец реально. А чё это тут монолитовцы делают? Чё я глупые вопросы задаю? Я же их сам сюда заселял. Поэтому не здесь. О, импомеди, это хорошо. Импомеди. Еще где-то тут один был. Да-да-да, вот он, смотри, смотри, неадекватный стоит. Ёп. Серьезно. Какие же вы дебилы, серьезно. Забираем все. Так, еще двое где-то. Еще двое неадекватов. Кто вас вообще из палаты выпустил, алло? Чё, где? Кто? Ясно. Из палаты вас выпустили, а зря. Хотя, может, и не выпускали. Чё, кто тут есть-то еще? Да, блин, вообще на него дробаш не действует. Тебе не скрыть монолит. Неадекватный. С ножиком он на меня пошел. Где? Ага. Вот так. А у пацанчиков-то карта есть. Вот это поворот. Надо всех обыскать, значит. У пацанчиков карта завалялась чисто. Чё тут, где тут? Чё у нас тут есть? А у нас тут какие-то вкусняшки. Патроны. Еще патроны. И ни хрена. Монолитовцы, вы ли это? Пацаны слишком долго монолиту поклонялись. Слишком усердно, я бы сказал. Ты кто есть такой? Неважно. Блин, чё я несу вообще? От души. Да. Ну-ка. И что тут у нас еще есть? Следующее. Уничтожить грузовик за боеприпасами.
Так, я же уничтожил. А, вот еще один. Ясно, понятно. Хорошо. Еще уничтожить грузовик с боеприпасами? А где? Где он должен быть? Вроде дальше по дороге не осталось никого. Да, там все. Это, наверное, по другой дороге надо идти. А может, мне надо туда до конца дойти. Давай проверим. Вот так вот. Что происходит? Ага. Вот, если сюда пойдем. Ну, тут вроде нет ничего. Вообще ничего. Ничего не стоит, вообще ничего здесь нету. Ну, значит, по второй дороге надо идти. Так. Наверное. Да, смотри. БТР тут. О, огненный. Огненный щит. Сейчас я тебе устрою тейк-кавер. Погодите-ка. Твою медь. Хрен тебе! Внимательно. Зачищаем помещение. Аж впечатала в стену, вбила просто. Так, ну там турели остались, но это вообще говно. Тут у нас будет торговец потом. Это я забираю. О, ПДА тирана. Сейчас будет опять мясо. Вернее, оно и так мясо. Верни ПДА, откуда взял. Нам твоя смерть ни к чему. Не справишься. Без вариантов. Проверим. Я предлагаю вам целых два варианта. Либо отпустить меня с ПДА, либо умереть, пытаясь забрать его. Выбор за вами. Согласен. Аж залагало. Это монолитовцы, походу. Или еще какие-нибудь мстители. Меня задело! А нет, вроде наемники. Я тебя еще задену, погоди. Перезаряжусь только.
Ну ладно, здесь, наверное, можно как бы... Ну чё, заходите, не стесняйтесь. Не торопиться. Гости всегда приветствуются тут у нас. Stick together. Конечно. Действительно. Что, все? Не все. Так, на радаре меток нет больше. По-моему, я всех развалил. Ага. Еще кто-то заспаунился. Что-то у меня лагануло аж при сохранении-то. Действительно. Вот так вот. Привет, друг стример. Здорово, динозавр. Чё тут еще есть желающие, да? Где? Покажитесь. Где-то там что-то есть. Так, ну, это. Для этого у нас есть отдельный ствол, на самом деле. Вот этот вот. Наконец-то. Ну что, кто там такой особо умный, а? Ща, погоди. Кто хочет проблему? Ты хочешь проблему? На. Доволен? Ах ты, блин. Ни хрена себе. Блин, он может и не починить уже, слушай. Ух, починил. Конечно, убивается он знатно. Чё с Аеком? С Аеком нормально все. Антикиллер. Вот антикиллер надо починить еще. Ага. Все. Ну все. Можно теперь приступать. Приступаем. Получена информация о тайнике. Опа-на. Информация о тайнике. А чё это вы, наемнички, тут делаете, а? О, все понятно. Ну, я вам не буду мешать, короче. Заберу только ваш хабар весь и все. А дальше можете продолжать то, чем вы занимались тут. Получена информация о тайнике. О, еще информация о тайнике. Вот это хорошо. Правда, у меня вес заканчивается. Придется где-то тут это, и рюкзак закладывать. Наемники. В маскировочных экзачах. Вот смотри, невидимый, а туда же. Тоже сзади пристроился к своему товарищу. Задом вообще нельзя поворачиваться, блин.
Только отвернешься, уже все. Получена информация о тайнике. Нормально. Сколько это уже? Третий тайник? Четвертый? Это я понимаю. Где-то у нас еще товарищ. Вот лежит, да? Ща мы его залутаем. Так, я, получается, уничтожил, да, все эти, как их, грузовики-то? Да, походу, да. О, здорово. Чё, как? Нормально все? Сейчас будет ненормально. Так. Вот без этого мне тут, кстати. Ёб твою мать. Быстрей! Охренеть, что тут происходит. Че палит-то? Кто палит-то? А, кто-то очень далеко, я понял. Ну, сейчас я поближе подойду. Кого-то я даже сфоткал. Точно. Сейчас я и до вас дойду, не сомневайтесь. Блин, жидкий пердеж кинули. Ой, там библиотекари слышу. Вакханалия реальная просто. Сейчас я подойду, погодите. Меня задело! А вот и еще один, кстати, грузовичок. Библики со взломами. Охренеть, тут толпа. Йо. Выстроились, блин, по одному просто. Им чисто нормально. Ну ладно. Раз вам нормально, то и мне нормально. А вот кто здесь у нас остался еще такой? Вот это уже интересно. Веста заканчивается. А, ну да, точно. И, блин, радиация. Что-то отлетело у вас.
Во, готово. Ладно, ну теперь-то мне нужно достать эти, как их называют, мои призы за достижения. Вот. Что, только один рюкзак? Охренеть. А что так мало, Тут их штук 5 должно лежать минимум. Так, ну хорошо. Как-то я так навскидку не помню, что еще мне надо тут сделать. Логнат Мейджор. Приветствую. Добро пожаловать. А тебе пора спать. Понял? Значит, что мы делаем? Надо теперь мыло достать. По-моему... Опа, Псевдыч. Прыгающий Псевдыч. Прыгающего Псевдыча фоткать не надо. Куда пошел? Стой! Стой, говорю! Первый раз от меня Псевдыч убегает. Хотя дебила с кувалдой увидишь возле себя и не только убежишь. Так. Что у нас еще за квесты здесь? Так. ПДА тирана есть. Мыло для Фимы, это я помню. ПДА это не здесь. Инструменты, пива, сезон охоты. ПДА стрелка в саркофаге. Лекарства, сейф, ноутбук Архары, 2 фонарика. 2 фонарика у нас в X16. Кого мне осталось сфоткать? Пира Полтергейст. Полтергей, да? Понятно. Так, что еще тут? Химера. Призрачная электрохимера. Огненная химера. Ротан. Коготь смерти. И чешуйчатый коготь смерти. Хорошо. Найти все части карты альпиниста. Ну тут, по-моему, нету. На этой локации. Это старый квест. Типичный зритель. Привет, мало тайников собрал. Геморрой сейчас будет тут только супер прыжком. Я так и сделаю. Зачем мне этими гранатами-то сбивать? А про какие тайники-то ты говоришь, я не понял. Ты про шо? Так, нам надо. Сейчас скажу, куда нам надо. Нам надо куда-то сюда. А, точно, медь. Медь. Пока не забыл, медь здесь надо найти. На кучах где-то. Оп. 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 Я вас понял. Я вас понял. А ну-ка отъезжаем, товарищи. По-моему, вот этого зомби мне надо сфоткать. Ну, вроде да, но что-то он мне это не фоткается. Нихера. Отвали от меня. Это награда за достижение была в рюкзаке. Блин. Броник снимать, блин. Вот это вот все надо снимать, блин. И нацеплять арты. Вот, от химожога. Теперь. Где-то у меня тут еще были от арты от химожога. Да, вот они вот есть. 30, подожди. 45%.
70, 95. Отлично. Вы перегружены, чтобы... Блин, вы перегружены. Вы слишком Ладно, пускай будет. Надеюсь, с 95% меня не сильно покоцает, как бы. По идее, вообще не должно, ну хер его знает. Вот они, вот они, вот они. Вот они. Ну да, вроде нормально. Ладно. Что у вас есть? Слышь, ты бы хоть оделся для приличия, а? Вообще-то здесь дети могут смотреть стрим. Бегает, блин, вообще без ничего. А где второй? Что-то я не понял. Так, нам вон туда. Сейчас мы туда и залезем. Вот так, вот так. Даже вот так. Что-то меня сместило. Вот и мыло. Мыло есть. Ума не надо. Так, как мне сказали, мне надо искать на кучах где-то. То есть вот на вот этих вот. А на кучах это надо идти вот сюда. Где-то тут искать. Какие-то, говорит, красные коробки, типа, ищи, да? Медь на стройплощадке. Я не знаю реально, где тут вообще медь может быть. Где ее искать? В этих штуках может быть? Вообще хер его знает. Хрен знает. Ладно, тут вроде нет ничего. Может вот там быть? Вот здесь может быть. Так, ну зомбака-то я завалил. Давай это обратно все наденем, слушай. Вот так. И что я еще снял? По-моему, я снял что-то. Да, вот это я снял. Опять что ли псевдоч прыгающий? Через F10 это как? Как это через F10 искать? Ты хочешь сказать, что это медь находится вот там дальше, типа в начале локации? Где биомасса? А ну в таком случае пойдем туда, чё? Чё будут тут бегают-то? А, смотри. Ох, ни хрена себе, что тут происходит.
ты соизволишь побежать уже, нет? Охренеть. Что происходит-то? Где? Слышь, сюда иди. На месте. Да тупые химеры. Опа, еще и не видим этот. Стой! Закончились химеры? Здорово, Максим Раскулов. Ни хрена химеры не закончились. О чем я вообще? Так, где? Что? Кто? Сюда иди, слышь. Где? Я за тобой не буду бегать. Готово. Так, хорошо. Я думаю, здесь меня стрелять уже не будут. Можно надевать пси-защиту. Так, а почему телепатия 90%? Почему телепатия 90%? Чего я забыл? У меня же обычно 100 была. Чисто на артах. А, вот телепатия. Все. О, понятно. Ай, конечно, куда ж без вас-то. А, вот это одеваем. И вот это одеваем. Телепатия все еще 100, отлично. Сфоткать никого не надо. Отлично. Отлично. Опасно. Сука, так и знал. О, биомасса раз. Что, только одна, что ли? А, пойдем развалим. А еще есть?
Вот в этих кучах ищи на трубах белых стоят бочонки красные. Вот такие, что ли? Угу. Ладно. Давай смотреть. Я не пойму, их разбивать надо или не надо? Вот еще один. О. Меня бесят эти постэффекты, реально. Что-то еще есть. Пока ничего не видно. А, еще биомасса. Хорошее место я выбрал для наблюдения, конечно. Прям самое то. Ну где-то она там дальше должна быть. Это биомасса. По-любому. Так, смотрим. Пока не видно ничего. О. Где же эта биомасса тварьская-то стоит, а? Ничего нет. Ну да. Расставили, короче, в самых радиоактивных местах, правильно. Чё бы нет-то. Отлично, я нашел медь. А кто помнит, сколько мотков меди должно быть? 1 или 2? Я вроде что-то такое помню, что мне типа 2 надо было найти, нет? Да, вон еще стоит, смотри. Пойдем проверять. Так, биомасса прям рядом. Вот, прям рядом. Вот где она может быть? Где может быть эта тварь? Она прям совсем рядом. Вон она. Вон она. Ща развалим.
Блин, надоела эта радиация, реально. О. Еще одна. Баночка. Я медь-то подобрал вообще? Подобрал. Блин, что, никто не помнит, сколько мотков должно быть, реально? 2 или 1, или больше, или сколько? Вон еще. Блин, аномалия пердеж. Не помню, но ни 1 и ни 2. Че, больше, что ли? Че у меня так радиация-то набирается? У меня что, радиоактивные арты лежат? Ну, вообще, да. Но не так уж и много, чтобы набираться прям сильно. Ладно, вроде я развалил всю биомассу. Так что имеет смысл вернуть пулестойкость. Не 1 и не 2. Ну ладно. Где-то еще такое может быть. Где-то по-любому-то будет. Вот стоит что-то. Смотри, вот еще стоят. Есть моток меди. Тут пусто. Так, ну-ка дай-ка посмотрю. Вроде ничего не вижу, слушай. Разве что вот там что-то еще есть. Туда, по-моему, залезть нельзя. Я когда подключал, помню, что там невидимая стена была. Но все равно проверим. А то мало ли додумались еще туда запихнуть. Правда, не знаю, как туда пролезать придется. Ну ладно, что-нибудь придумаем. О! 3 мотка. Хорошо. Еще есть? Тут где-то поблизости. Вот. Мари. Пусто. Они рандомно разбросаны. Я заметил, прикинь. Заметил. А здесь есть? А, да, здесь, конечно же, есть куча. Чего бы нет-то. Давай сразу вот так зайдем, чтобы лучше видно было. Здесь ничего нет. Здесь тоже ни хрена. Одни бочки радиоактивные. Здесь тоже ни хрена. Непонятно. По-моему, здесь ничего нет. Пойдем, короче, к той куче, про которую я говорил, проверим там. Просто на нее, по идее, нельзя залезть. Мари, незалутанные наемники. Блин, у меня вес. У меня вес, у меня перегруз. У меня, мать вашу, перегруз
Одеваем этот гравий-костюм. О, гравий-костюм нормальный такой. Чисто с рюкзаком визуал. Забавно. Там что-то стоит, что ли? А, ну да, я ж не могу вытащить оружие. Конечно. Конечно, я не могу вытащить оружие. По-моему, я там собрал все. В канаве уже нечего чекать. Я уже 3 мотка здесь нашел. Но я не знаю, что-то походу мало их. 3 мотка. Чё за бандиты прозрачные? Ничего страшного, что я их убил. Где? Где бандиты прозрачные? Так, я вижу. А, ну молодец. Я, короче, одел гравикостюм, а... Как я буду разбивать эту хрень в гравикостюме? Я потерял. Где она находилась? А, вот, все. А мы сейчас вот так сделаем. Раз. 2. 3. Еще один моток нашел. Нет, ты знаешь, давай-ка лучше вот это одену. Блин, да откуда у меня вес-то прибавляется? Все больше и больше прям становится. Кстати, надо починить. Починить. О, и перегруз пропал. Все, опять YouTube лагать пошел. Ну да, давно не виделись. Пришли на церковь? Но если просто пришли на церковь, то насрать на них, это какие-то рандомные. С РПГ, да. Тут еще суицидники военные есть, с РПО херачат под ноги, короче, и сами отлетают. 4 мотка, я нашел 4 мотка. Все, что ли? Нету больше? Посмотрим, посмотрим. На вот таких штуках говоришь. Ну, тут плохо видно, я пойду так проверю. Да, только третье лицо включим. Здесь у нас ничего. Тут тоже ничего. Вон еще один остался, смотри. Бочонок. Провтыкал один. Пусто. Как в жопе у мангуста. Туда не залезть. Здесь невидимая стена. Я же говорил. На болты пошел, чего? Не понял. А тут есть такое? Тут такого нет, да? Четыре мотка, значит, да, всего? То есть, получается, только в той яме есть эти банки? Больше нигде? Или все-таки где-то они еще есть? Что тут происходит?
У меня аптечек. Нормально у меня с аптечками все. С пацанчиков нападало. Ну тут нет ничего. Тут вообще ничего нет. 0 чисто. Тут тоже 0. Ладно, пойдем отсюда. Вроде бы я все квесты выполнил здесь. Можно, наверное, валить уже. В описании. Давай посмотрим. Мыло есть. Тайник охотника. Взлом сейфа. Ну что, тогда придется идти опять на металлургический завод. И надеяться, что появятся там ученые. Потому что мне нужен ПДА стрелка. Срочно. 4 мотка медной проволоки. 5 текстолитовых плиток. Коробка транзисторов, банка канифоли, упаковка конденсаторов. Я, блин, уже забыл, что мне Сахаров вообще говорил. Помню, что-то говорил про базу чистого неба. Потом что-то говорил про темную лощину. И, кстати, тут даже метка есть. А что еще говорил, вообще не помню. Реально, забыл. Может, на радаре? Не помню, реально. Кто может погуглить, какие еще места? То есть стройплощадку и Сахарова уже вычеркиваем. Осталось мне только конденсаторы, вот эти прокладки и... Как их? Транзисторы, вот. Документы, нормы или карты? Что за документы? Какая карта? Ты о чем? Я не пойму. О чем ты говоришь? Да, веса прям впритык хватило. Нормально. Надеюсь, мне здесь никого больше разваливать не придется. Кстати, куда я вообще бегу? Вообще правильно, да, бегу. Все. Все здесь нормально. Этих я развалил, залутал. Да, ясно. Ну, не знаю, хватит мне места, нет? Хватило. Хватило. Радует. Так, тут у нас куча кабанчиков. Куча мертвых кабанчиков. Слышь, паук, ты охренел? Блин, пацаны, совершенно случайно бежал по стройплощадке и наткнулся на кучу мертвых кабанчиков. Это как так? Что произошло? По квесту проводника на карту? Ну и так иди карту ищи. Че ты про бандитов спрашиваешь? Бандиты тут вообще ни при чем. 5 радиация. Все, возвращаемся на склады.
Опять начались лаги Ютуба. Когда уже, блин, они починят свои сервисы или что у них там за проблемы? Хотя, возможно, это не YouTube, а Чебурнет. Все может быть. Ясно, ясно, все понятно. Коробка транзисторов у Свеблова в кабинете и на радаре в комнате с кодом. Благодарю, Максим Рыскулов. А что по поводу подкладок? Где их искать? А, в темной лощине, все, хорошо. Все, я понял. Я понял. Да все уже разобрались. То есть вот как раз то, что ты сказал, мне и надо было знать. А подкладки, я так понимаю, лежат в темной лощине. Там метка стоит. О, пошло дело. Контролеры. А где контролер-то? Вон он. Слышь ты. О, это же болотный контролер. А я фоткал болотного контролера? Да. Болотный контролер, конечно, отъехал, но вот он отъехал прямо на долбанный переход. Сосычи. Ну что делать? Что делать-то? Я ж его опять не возьму-то ни хрена. О, химеры. Стоим. А. Сюда иди, слышь. А мне надо контролера как-то достать оттуда. У него мозги в инвентаре. Такое нельзя упускать. Так как вы надоели, серьезно. Вороны. Мне же вороны нужны. Сейчас, погодите. Изломом вообще по меди на эту мурку. Чисто насрать. Ни хрена тут кровососы. А куда это вы? А ну сюда. Стой. Стой. Чё ты свои щупальца тут раскрываешь? Ты на кого щупальца раскрываешь, я не понял. Блин, что делать? О, чуть сдвинулся. Это, конечно, печально. Мне сейчас придется потратить стволы, но хотя не обязательно. У меня же есть подствольные гранаты. Давай вот этот вот возьмем, типа, чтоб свой ствол не портить. Так.
Блин, да чё он не отлетает-то? Не знаю, как-то РГДшками попробовать. Ай, молодец. По-царски просто кинул. Блин, охренеть. Вообще никакого импульса не дает. Блин, у меня какой-нибудь дробаш-то есть? Такой, чтоб не сильно поломанный, чтобы из него стрелять можно было. Прямо на точке перехода, реально. Чисто вот чисто на точке перехода. Не, ему вообще насрать на этот джекан. Вообще просто ноль просто. Не знаю, никак не действует. Ты издеваешься? Откуда ты взялся вообще? Что же делать? Нет. В переход я не хочу. Да не хочу я в переход, дебилина. А вы не охренели ли с таким спауном здесь, а? Кровосос заспаунился, свалил. Электрохимера заспаунилась, свалила. Что это мы тут делаем все, а? А, понятно, не на барьер свалили. Слушай, это, конечно, не знаю, но, возможно, я его уже хорошо сдвинул и смогу достать. Не, ни хрена я не смогу его достать, это жопа. Это чисто жопа, тут просто его двигать, еще и двигать. А у меня патронов мало. Хрен знает. Да. Таким образом я вообще ничего не сделаю. Пустой. Может, под РПГ есть патрон? Один есть. Конечно, толку с него-то. С этого РПГ. Чисто на полметра сдвинул его в сторону и все. Выстрел из РПГ. Контент, который мы заслужили. Блин, у меня ни хрена нету, реально. У меня РГДшки есть, у меня Фки есть. Давай попробуем Фку. Сейчас все гранаты потратим, да. Самое то. Ну да. Как и ожидалось. Да, правильно. Назад двигай, назад, да, назад. В переход. В переход же мне надо, чтобы ты его сдвинул. О, как это сложно все. Конечно. Сейчас он обратно двинет, молодец. Ладно. Что я туплю? Зачем я вот этим вот всем занимался вообще?
Просто вот зачем? Если можно взять и сделать вот так. Серьезно. То есть просто взять и сделать вот так. Выманить его надо как-то из зоны перехода. Я не могу туда зайти. А что делать? О! Да хорошо, хорошо. Блин, радиация. Э! Интересно, а монстры могут за локацию вылететь? Это было бы забавно. Пока очень забавно, что я только от радиации издыхаю. Ну да. Какой же бред. Слышь, контролер, подходи по-братски сюда. Да-да-да-да-да. Готово. Фу, блин, чуть не сдох, слушай. Надеюсь, сейчас я его смогу залутать. Да. Мозги безуар. Просто два в одном. Не пришлось патроны с гранатами тратить. Достаточно было его тупо выманить просто сюда на себя и все. Сколько веса? Веса мало. Тайник не могу взять. Придется потом возвращаться за ним. Ну а что делать? Ноутбук Архары. Короче, мне на болото надо в любом случае. Ну и на металлургический завод опять же. Что придется идти туда. Тайник высотника. Подходи, пообщаемся. Ты Приветствую в моей скромной берлоге. сейчас у меня купишь все. За 5 безуаров телепорт монолитовцев дает. Угу. Угу. Штейр. Оставить штейр. В принципе, кольты аномальные тоже, наверное, можно оставить, как бы. Не знаю, сколько тут. Я помню, они кому-то пригодятся. То ли 5 штук надо будет перенести, то ли 3, что-то такое. Но нулевые это вообще ни о чем.
Все. Хотя подожди. Снайперки и пулеметы, сказал, хорошо покупает этот барыга. Я не знаю, это считается снайперкой или не считается, но попробуем ему отнести. Вот у него почем такая штука? 1502, да? 1452. Ну, примерно я понял, сколько он стоит. Торговать. Потом оттащим, еще покажем этому. Все, ну, в принципе, могу теперь тайник забрать. Без проблем. В бар зайдем, разгрузимся и пойдем на завод, на болото, туда, короче. В ту Нужен сторону. будет совет, забегай. Миссия выполнена, наемники снова остались с носом. Скажи мне, ты бессмертный, что ли? Как тебе удается выбираться из таких передряг? У меня есть заветная кнопка, но тебе о ней знать не положено. Угу, все, понятно. А в награду ни хрена, как обычно. Какой-то ствол и несколько сраных пачек патронов. Ну ладно, что делать-то? Коготь химеры, копыта кабана. У меня есть что-нибудь из этого? Если твоя жопа приключений ищет, то считай, их здесь выдают. Ничего у меня нет. Скальп контролера. Вот чисто скальп контролера, который хрен достанешь. Чисто 2 пачки патронов. 2 пачки патронов за скальп контролера. Отличные ЦЗшки. Великолепные просто. Удачи! Заходи, если чё. Оставим здесь штейр. И, кстати, сразу зайдем к этому товарищу. Тут этого нету, да? Гаусс нету. Гаусса нету. Два Гаусса принести, добыть новый штейр, ремкомплект. Вот. Учти, проблемы с железом я Ремкомплекты всегда нужны. Подходи, пообщаемся. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Поехали. апгрейд или ремонт? Все захреначим. Синей изолентой. Все, да? Ну да, тут больше ничего ему не могу сдать. Штейр, кстати, остался. Удачи! Заходи, если чё. Мы тогда остальные продадим. Штейры. Проходи, сталкер. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Мне, конечно, надо все забрать. Но хватит ли мне места? Хотя у меня есть игровой костюм. Так что, думаю, хватит. Аеки, калаши, валы. Патроны все забираем. Гранат тоже. Водка. Сколько водки мне надо? 10 бутылок для шурупа надо. Давай заберем 10 тогда. Безуар.
Все, места хватило. Пойдем еще тайничок заберем и на бар. Подходи, пообщаемся. Какая снайперка? Много какая? Много снайперок по 12,7 на 108. Баррет нет. Баррет другими патронами стреляет. Пулемет и всякое такое. Ой, да неужели? Да неужели я смогу горба пройти? Вот это поворот. Кстати, я вроде помню, что волку там РПГ можно сдать. Патрон тебе подарили? Как тебе могли патрон подарить? Настоящий, по крайней мере. Ты знаешь, что это незаконно? Так, новый РПГ-7. Проходил квест, ну молодец, чё. Харон, вопрос, где они его взяли. Вот мне тоже интересно. Ладно еще, если это, ну, понял, вот это, понял, массогабаритная модель. То есть, ну, не боевой патрон, а холостой, так сказать. То есть, там просверленная гильза должна быть, все такое. А вот если он настоящий, то это все, это помянем. Не, ну брелки такие я видел в продаже. Где вот всякие брелки продают, ножики. А, стреляли. Я бы на твоем месте, Харон, тогда о таких вещах бы не распространялся, тем более в интернете. Если патрон настоящий, тебе спокойно, если его найдут, лет на 20 уедешь. Тебе как раз вот 14, уголовная ответственность уже можно. Типа уже по-взрослому поедешь на лесоповалы. Ну, может быть, и родителей тоже отправят вместе. Ну, как сообщников, чё. Смотри, Харон, тебя предупредили. Ну, это, конечно, если ты в России. Если не в России, то неважно. Забудь. Двенадцать 7 на 108 стреляет, например, выхлоп. Да отвалите вы от меня, достали. Как мне достали эти лаги, блин. Вот ждешь, блин, полчаса. Да
Да я стрелять не могу. Ты адекватный, я стрелять не могу, алло. Патроны есть. Ну смотри, Харон, тебя спокойно могут пришить. Хранение. Может даже применение. Да, пустые. По закону в гильзе должна быть просверлена дырка. Несколько миллиметров диаметром, чтобы было видно, что это не боевое. Если у тебя дырки нет, то тебе все равно могут пришить. Да неважно, пустые они или не пустые, насрать вообще. В макетах должны быть вот отверстия в гильзах просверлены. Если у тебя найдут вот эти пустые патрончики, там неважно будет, пустые или не пустые, уедешь. Уедешь. В этой стране, в принципе, и так могут пришить ни за что. Но если такое у тебя найдут, то они только рады такому подарку будут. Сам на блюдечке пришел. Ну что, дружище, как оно? Принесли на блюдечке очередное дело. Напишут в отчете, что раскрыли... не знаю, что они могут написать. Террористическую ячейку, может быть, наверное. Ну чё, почему нет? В наличии был изъят арсенал огнестрельного оружия крупного калибра. Угу. Вот так вот. А ты что, думал, все так просто будет? Да без разницы, прострелен или не прострелен. Должны быть отверстия просверлены в стенке гильзы. В стенке. Ты понимаешь, что такое стенка гильзы? Ладно, короче, это дело твое. Мне, если честно, как-то без разницы. В принципе, ты насчет спавнера не послушал. Ну и тут, конечно же, ты не понимаешь даже, что тебе говорят. Дело твое. Ну, не знаю, слушай. СВД... Нет, СВД мы не будем продавать. ПКМ, конечно же, мы оставим. РПГ продадим. ПКМ этому же надо точно в Припять тащить. Что да? Я не знаю, что это значит, вот это твое да. Я не понимаю. Ничего нет? Да ты даешь! Никого на горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Так, нет, давай сначала мы разгрузимся, а потом уже будем разговаривать. Аномальные кольты выкладываем. Всякие тут стволы. Снайпер, снайпер.
ХК снайпер. СЛ-8. А зачем я их сюда выкладываю? Я же их на продажу нес. Подожди, куда я их дел-то? Вот 60% оставлю, а остальное продадим. Пулеметы. Не пулеметы. Вот это выкладываем. Вот это выкладываем. Вот это выкладываем. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Я, походу, 3 недели в ОП гонять буду. У нас карантин собирается объявить. Да, сейчас вот с этой хренью вообще проблемы. Я вообще всем советую, короче, ближайшие недели 2-3 с людьми поменьше контактировать. Чтобы не подцепить эту хрень. А подцепить ее можно вообще без проблем. Снайперки сюда, пулеметы сюда, дробаши сюда. Подожди, вот этот оставь, да. И вот это сюда. МП-40. Кому-то говно нужно вообще МП-40. А, ну хоть бармен покупает, и то хлеб. Теперь броники. Научный костюм наемников. Экзоскелет сталкеров. Не знаю, это на продажу. Это все на продажу. Броня. Вот это и вот это. Патроны. Короб к ПКМу надо оставить один. Это у нас вот такой. Потом. Почему-то мыло относится к оружию. Странно. Ой, а куда я боеприпасы-то скидываю? У меня же другой ящик для них. Что-то я туплю. Здесь артефакты. Вот здесь патроны. Вот. Вот так. Вот так. $5.45 на 39. Отлично. Дымовуха. Светошумовая. Кстати, светошумовые дымовухи возьмем. Они там Свеблову вроде нужны. Антидот Плей, здорово. Типичный зритель. Приходилось находить оружие? Не находил. У нас уже 20 лет с начала 2000-х все выбивается, и все такие находки уже давно найдены. У нас в России на дорогах гибнут 30-50 человек ежедневно, а они про вирусы. Ну, типичный зритель. Тут разница в том, что на дороге, если происходит что-то подобное, то это никак от тебя не зависит, и заразиться ты этим не можешь. А вот такой штукой ты можешь заразиться. И от тебя зависит, заразишься ты или нет. Так что задумайся над этим. Артефакты, шмартефакты. Морской еж. Что, плазменные гусеницы лишние у меня есть, да? Наверное, давай выкладываем. Пустышка, симбион. А что еще? Вот это выкинем. Эмбрионы. Так, остальное. Обвесы.
Рюкзак полон. Круто. Пять бутылок надо оставить этому. Армейские аптечки можно выложить. Можно взять десяток аптечек обычных. Части мутантов. Все выкладываем. Прочее. GPS-маячок. Блин, надо артефакты забрать отсюда. Вроде ничего такого у меня нет лишнего. Вот это скинь. GPS-маячки. Кстати, радиодетали же этому нужны, так что здесь их и оставим. Моток медной проволоки. Игральная карта. Дозиметр. Деньги. ПДА. Пиво. Батон. Вот это скидываем, вот это скидываем и вот это скидываем. Артефакты. Молодец. Чего? Найти 15 артефактов к кресту, ни хрена себе, у меня радиация набирается. Ну да, действительно, чё бы нет. Гиря скидываем, глаз ворона, грави. Гриб, Джокер, Дикобраз, Душа, Живое сердце, Изумрудная медуза, Каменный цветок, Капля души, Капля, Катушка, Колобок, Колючка, Кристалл. Да, артов много, очень много. Морской еж, Ночная звезда. Огненная душа, огненный шар. Панцирь, пленка. И вроде все. Пока. Присоска, пружина. А, там остались нерадиоактивные такие артефакты. Присоска, пружина, пудинг, пустышка, репей. Рубиновая пленка, кстати, нам нужна. Симбион. 3 штуки оставим. Слезы электры. Слезы огня, слезы химеры, слизняк, слизь, слюда. Что? Что я скинул? Шмаляют! Шмаляют! Пойдем проверим, что там происходит. Ох ты, ни хрена себе тут трупов. Это кто здесь вылез-то? Пацанчика завалили. О, тут бандюки. Бандюки! Твою... Бандиты в баре. Вот это поворот. Ну и ухайдокался я. Полный ноль. Пока нельзя. Хабар собираем весь. Спасти. Люди не особо лучше. Ну, если повезет.
Да все, враждебные элементы уже отъехали, успокойся. А походу охранника развалили, да, вот он лежит тут. Печально. О, смотри. Новые квесты. Так, что там у нас в чате? Мессер козел идет и убивает всех бандитов, а они его не атакуют. Вот как сделать, чтобы не убивал. А что, тебе плохо, что ли? Хочешь, чтоб не убивал, спасаешь Мессера и убегаешь в оффлайн. Василий Никитин, привет, лайк. Здорово, Василий Никитин. Благодарю. Благодарочка тебе. Сяк сказал мне, что у тебя есть срочное дело. Меченый, ты как раз вовремя. Несколько часов назад пришло сообщение от Креста, что в забытом лесу живет. Он сообщил о том, что видел несколько контролеров. Это очень странно, потому что раньше там никто их не видел, да и поблизости тоже. Возможно, это связано с отключением выжигателя. Может быть, пси-излучение от него и не давало контролерам покинуть радар. Представляешь, что будет, если они выберутся за пределы зоны? Моих ребят сейчас нет рядом. Просил помощи у Воронина. Тот отказался, сказав, что всех свободных людей отправил в Припять. Наверное, он не понимает степень всей угрозы. Блокпост на кордоне их не остановит, так что контриков нужно обязательно уничтожить. Ты возьмешься за отстрел мутантов? Перед тем, как идти в забытый лес, расспроси сталкеров на свалке. Возможно, контролеры добрались уже и туда. Если это так, то ты знаешь, что делать. Поохотиться на контролеров предлагаешь? Дело не из простых, награда, надеюсь, будет достойной. О награде не беспокойся, главное не дать контролерам пересечь границу зоны. Вот возьми гранат немного, пригодятся. Угу. Сколько, говоришь, контролеров? Несколько? Завалить одного контролера уже подвиг, а тут несколько. Тебе штурмовой отряд нужен, а не я типа это неправильный вариант? Отказаться, да? Ну ладно, раз уж некому, то возьмусь. Допустим. Допустим. Что у нас здесь? Так, ну я все выложил. Я как бы все выложил. Осмотреть свалку. Задание получено. Пойдем Петренычу продадим лишнее. Так, понятно. ПМ. У меня есть ПМ. Ничего себе. Аномальный бизон. Аномальный бизон оставим давай. Вдруг по квестам пригодится. Приятно иметь дело с честным сталкером. А пойдем-ка мы теперь к бармену и продадим ему мусор. Все, блин, пытаюсь разгрузиться и никак не могу, блин. То кипиш какой-то в баре, то еще какая-то хрень. Так, забирай пистолет. Что еще мне не нужно? Забирай обрез. Забирай вот это. Забирай куртку еще. Дай мне вот этого. Ну и все, мне больше ничего не надо. На чем я остановился? На артефактах, правильно? Правильно. Остановился я на артефактах. Титановый колобок. Уголь. Телепатия 30%. Узел. Ухо. Черная энергия. Чешуя. Шкура. Электрический дикобраз. Капсулы.
Капсулы, капсулы. Стальной колобок еще надо выложить. И рубиновая пленка мне нужна только одна. Стальной колобок. И рубиновая пленка. Все. Остальное оставляем. Что еще мне тут сейчас не нужно? Дробаши. Дробаши вот сюда скидываем. Вот, это на продажу. Вот это на всякий случай оставим. Маскировочный экзач. Маскировочный экзач в бронике. Вот, маскировочный экзач. Тут каких-то патронов еще насобирал. Вот, картечь есть. 7,62 на 39 есть. Вот такие есть и вот такие есть. Все. Вроде, насколько я помню, еще нужны энергетики Свеблову. А у меня они есть. И вообще, давай посмотрим, что я ему туда накидал. Вот. Не то. РГД-5, F1, ВОК-25, сдвоенная F1, антирады, энергетики 3. По-моему, ему еще антирады нужны. И 5 рюкзаков, насколько я помню. Но рюкзаки у меня есть, все нормально. Давай, значит, посмотрим. Да, что за... Опять лаги какие-то начались. Медикаменты. Энергетический напиток Сталкер. По-моему, 20 энергетиков ему надо. Там лежит вроде как 3. Ну, давай 20, в принципе, возьмем. Чего нет-то? Антирадов нет. Хорошо, антирадов у меня нет. А что ему еще надо? Не помню. Армейские аптечки ему вроде нужны. По-моему, тоже 20 штук. Давай возьмем, типа. Броня. Медикаменты. Вот. Что еще? Это нам пригодится. Сигары надо выложить и сигареты. И вот это вот тоже выложить. Прочее. ПДА, пиво, сигара, сигареты. Фляжка, хлеб. На этом все. Я так понимаю. Блоки апгрейдов у меня лежит, и остался там еще третий какой-то. Так, ну что, пошли горба разваливать. Для этого нам понадобится... Ну, в принципе, у меня все, что понадобится, уже есть, так что пошли просто разваливать. Есть разговор? Слушаю. А что происходит, блин? Еще он говорил, что все, что с ним произошло, случилось... А, кстати, подать рано не отдал. Ну ладно, сейчас подожди. Выполним вот это. Добыл я пулемет. Ну что там, можно занимать позицию? Молодец, теперь вижу, что подготовился к встрече. Спасибо. Так что там с наемниками? Большим гротом, метров 15 в диаметре. И в этом гроте находятся две аномалии. Ну что там?
Одна свеча. Да, вперед, солдат, наемники уже на подходе, движутся со стороны армейских складов и втрое больше, чем мы предполагали, так что мухой на северный блокпост. Болт через минуту. Будь здоров. Пойдем. Пойдем. О, я уже стрельбу слышу. Великолепно. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории Долга. Срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории Долга. А чё новички-то отъехали? Ох, ё, это что такое? Почему тут столько трупов? Это что? Это что такое? Что происходит здесь? Охренеть. Охренеть, да вы дебилы, блин. Так, ну мне только горба надо завалить, да? Жесть. Жесть. Это дух. А где горб? Я чё, горба не убил, что ли? Да хватит меня стрелять, достал ты. Опять вакханалия какая-то происходит. Тут у нас лолговцы валяются с наемниками вперемешку. Да. Сколько хабара. В самом конце. Охренеть, они пошли. Сейчас толпой туда. Пойдем пообщаемся с Ворониным. Вроде было написано, что задание выполнено, но это не точно. Доложить Воронину. Враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории Долга. Срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории Долга. Срочно уничтожить. Приветствую. Давай поговорим. К девочкам сходим. Ну что, генерал, я выполнил задание, наемников и вправду было очень много, и меня зацепило немного. Отлично, долг тебе благодарен. Зацепило, говоришь? Тяжело в лечении, легко в гробу. Так что зеленки внутрь, и ты здоров. Ну спасибки, побольше бы таких генералов. Километров 40. Ладно, уговорил. В награду за твою помощь нашим ребятам на блокпосту возьми вот этот дробовик. Да не смотри, что он маленький и неказистый. В ближнем бою он тебя не раз выручит. Ух ты. Так, ну теперь я пошел лутаться. Нифига лаги, а что ты хотел столько НПС в одном месте, блин? Куча наемников, куча лолговцев наспавнили. Тут еще и трупы лежат, блин. Уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ Задание завершено. Оборона бара. срочно уничтожить врагов.
А чё это мы тут делаем, а? Это мое все, алло. Тут кто-то еще лежит? Да. Конечно же, тут еще кто-то лежит. Химера, блин, валяется. Лолговец, отвали отсюда. Тебя что, звали сюда, что ли, не пойму. Ух, лагает так лагает, это да. Это просто, не знаю, сказать даже нечего. Кто-то еще отстреливается, но это ненадолго. Ну-ка, ну-ка. Какой ну-ка, ну-ка, ты охренел? Это все мое. Так. Блин, залутали моих наемников, вот педики. А это я не достану, да? Понятно. Привет еще раз. Есть проблема. Выполнил первый квест дьяка. Ну и что? Что за проблема? Что там за проблема может быть? Ух, сколько хабара. Да, вот это я понимаю. Ты кто есть такой? Какой-то Эндрю Томас. А где? Где враги-то? Че, дурак, что ли? Горб-то тут здесь валяется. А самый прикол в том, что я не убивал горба. Горба-то я не убивал. Прикол. Горба не убивал, а квест засчитался.
Лютый похититель на свая. Да что такое? Из-за лагов не могу попасть. Еще есть какие-то желающие? Так что там? Когда Мурка спавнится, я все места проверил, нигде нету. Не может быть такого, чтобы нигде не было. Не может быть. Тебе даются метки. Александрыч тебе на карту метки ставит. Надо все эти метки проверить. Все. Динозавр, ты проверял место у этого? Как его там? У Холода. Не у Холода, блин. Ну, короче, у торговца. На болотах проверял. В самой каморке. Там на полке должен быть рюкзак. Ты там вот залезал, ты проверял, есть он там или нет. У меня было там. У меня было именно в том месте. Вроде как может быть и в других местах, но у меня в обоих прохождениях было в каморке у торговца. Туда залазишь, и там рюкзак за ящиком. Ты его так не увидишь. Залезь сначала через крышу, посмотри в щель. Если рюкзак там, ты его увидишь. Так, ну что я тут насобирал такого? Угу. Ух, сколько хабара. Всегда бы так. Вот это вот продаем. Броники оставляем. Вот это продаем. Иж 27. 22 рубля. Какие, однако, цены хорошие. Калаши вообще ничего не стоит. Серьезно, просто мусор. 50к. Там не смотрел. А чё ты тогда говоришь, что ты все проверил места? Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Вот я поражаюсь. Вы сначала говорите, что все места проверили, а потом говоришь, нет, я не смотрел в этом месте. У тебя же метка на нем стоит. Его надо проверить. Может и там быть. У меня за 2 прохождения 2 раза было именно в каморке у чистонебовца. Так что тут все понятно. Там по-любому надо проверять. Вот это вот скидываем. Вот это скидываем. Вот это тоже. Эх, сколько стволов-то. Вот это еще скину. Пистолеты заберешь, бармен? Мне не нужны. А тащить не хочу. $332 рубля. Нормально. Я прям богатым стал. Так, скидываем вот это, скидываем вот это, скидываем вот это. Охотничий ПС 9D. Слышь, лысый, тебе нужен охотничий ПС 9D? Подожди. Охотничий, да. Из охотничьего он дает 2 пачки патронов. Ну это вообще, конечно, зашквар. Ну ладно, забирай.
Зашквар. Теперь еще и псины на баре бегают. Что происходит, я не пойму вообще. ПКМ выкладываем. Сербу супер шорти. Ну, потом как-нибудь попробуем его. Пока не охот. Патрончики. Вот это скидываем. Вот это скидываем. Вот это скидываем. Хорошо. Ага. Балалайка, гармошка, ПДА, пиво, сигара, сигареты, сладкий батончик, фляжка, хлеб. Отлично. Кстати, у меня патронов-то на АЕК мало осталось. Может быть такое, что в финальном патче могли изменить местоположение рюкзака? Рюкзак может появиться в нескольких местах. Харон, что ты там можешь тестировать? Серьезно. По-братски. Тестировал он. Рюкзак с Муркой спавнится в нескольких местах. Если не можете найти, где появляется Мурка, смотрите гайды на ютубе. У него урон слабый и косой, ну, не знаю. Бессмертных, например, в качан вообще нормально выносит. Так, привет, торговец воздухом. Вот ПДА. Послушай, вояк в форме наемников видео. Что за козьи морды? Отлично, молодец. Человек слова. Наемники, говоришь? Может быть. Я же говорил, все устроили охоту на этот ПДА. Вот и официалам он тоже, видимо, нужен. Но так как сами они привыкли чужими руками жар загребать, то для таких дел они и привлекают наемников, либо своих переодевают. Вот такие, брат, дела. Короче, слушай меня внимательно. На складах на базе Свободы в одной из казарм найдешь Гавра. Он-то тебе и расскажет все про Клыка. Ты что, спятил? На базе Свободы наемник? Мир сходит с ума или я что-то пропустил? Тише ты, не ори как ужаленный. Ты не знаешь этого страшного человека. У него подвязки с большой землей. Основную часть новых образцов оружия и снаряги Свобода получает именно через него. Так что они пылинки с него сдувают. Да и сам Гавр человек очень серьезный и опасный. Сразу в морду не бей, не тот случай. Удачи тебе. Кстати, вот возьми автомат неплохой. А то завсегдатай бара считают меня барыгой, а я просто расчетливый. Угу. Вот и сюжет солянки продвинулся. Да. Мурка спавнится в разных местах. В одном из тех мест, которыми указаны метки. Но вот у меня 2 раза подряд было именно в каморке у торговца на базе Чистого Неба. АКМ Мечта. Под какой патрон он? Под 7,62 на 39. А что он из себя представляет? О, на 75 патронов у него. О, вот это да. Можно будет с ним походить, кстати. А какой прицел на него идет? УСП-1 Тюльпан. А здесь какой прицел? Каштан. Ну хрен знает чё. Ладно, давай пока выкладывать его. АКМ Мечта.
Там еще у этого был какой-то квест. Ой, блин, у Воронина. Сначала одни места проверяешь, потом новые появляются. Да. У меня так и было. Для начала игры Мурка нормальная. Да я как бы до сих пор с ней бегаю. Хорошо разваливает всяких педиков. У меня вообще с другом в другом месте было, там где даже метки не было, я уже не помню. Харон. Ружье спавнится только в местах с метками. Там, где метки нет, не будет дробаша. Не будет. Так вот, он рассказывал. Есть разговор? Ученых, Слушаю. который обменял на артефакты. Генератор не видит. Привет начальству. Привет. Я вижу, ты парень не особо расторопный. По крайней мере, видок у тебя такой. Есть дельце, если подсобишь, буду благодарен. Да ну, первое впечатление всегда обманчиво. А что за дело? Я человек не впечатлительный. Отправляю группу по направлению к радару. Сам знаешь, с провиантом там не важно, а брать с собой банальную тушенку не дело. Бойцам и горячее. Будем говорить, домашняя пища нужна. И где я ее достану, домашнюю пищу? За периметр с термосом схожу. За периметр не надо, бармен сделает. А вот насчет термосов ты правильно заметил. Они-то и нужны, причем разных размеров. Большие термосы найти не проблема. Сталкеры на своих стоянках часто греют пищу у костров перед тем, как отправиться в дальний рейд. Попробуй осмотреть места отдыха на свалке, болотах, дикой территории и на армейских складах. А вот где взять маленькие, спроси у Гарика в баре. Он с таким ходит. Может, знает, где еще достать можно. Обоих видов надо по 5 штук. Ну, начальника задача. Ладно, может, чего и найду. Места отдыха на свалке, болотах, дикой территории и складах. Угу. Ну, мы, в принципе, сейчас пойдем на склады с Гавром базарить. Так что имеет смысл там проверить. О, ЦЗшки появились. Значит так, пойдем к Гарику в бар. Че он там скажет? Что там ему, бабла надо, что ли, что-то такое? Тебе сюда нельзя. Гарик, я знаю, что мне сюда нельзя, заладил как попугай. Служба, чего надо? Термос, вернее, хочу спросить, где ты его взял. Это секретная информация, могу поделиться, с тебя 10 штук. Мне нужны только деньги, все остальное можно купить. Хорошо, но мне нужна инфа, где можно раздобыть еще такие термосы. Отлично, тогда с тебя еще 10 тысяч деревянных. И это еще не все, я курю, так что будь любезен, принеси мне блок сигарет. Если не в курсе, это 10 пачек, многие сталкеры ими торгуют. Курить вредно, деньги есть, а вот за сигаретами придется смотаться. А, 10 пачек. Сигареты. Отлично. Тебе сюда нельзя. Вот бабло и сигареты, можешь обкуриться на здоровье. Здоровье, что дерьмо коровье. Табак это всего лишь адаптация к окружающей среде. Так что еще вопрос, кто дольше в нашем мире проживет, курящий или нет. Ты мне лекции по медицине не читай, давай инфу. Инфу так инфу. Термос я купил у Сталка бывалого, он принес его с болот. Говорит, подобрал с трупа Мстителя. А за бутылочку рассказал, что с такими термосами некоторые бандиты ходят, даже монолитовцы. Так что в местах отдыха этих уродов можно еще данные штукенции надыбать. Порыскай на свалке, болотах, АТП и на радаре. Ага, вот оно что. Все лагает, YouTube лагает сильно.
У меня тоже YouTube лагает, он опять со стримом, там красное все. Ну а что делать? Тебе сюда нельзя. Наверное, Чебурнет уже включают. Все, скоро уже не будет Ютуба в России. Так, нам надо идти на склады. На ноуте нормально, на телефоне сильно лагает. Я же говорю, проблемы опять с Ютубом. А, Максим Рыскулов, ты же говорил, что ты не из России, да? И у тебя тоже лагает. А, ну значит это YouTube, это не Чебурнет. Пока. Лекарство для кота. Пойдем на склады, что делать? Места отдыха сталкеров надо проверять. А места отдыха сталкеров у нас где? Места отдыха сталкеров у нас находятся. Где Волк, где Хутор. Ну и можно еще проверить на эти. Барьер. Ну и базу свободы тоже. А что еще? Карта альпиниста. Колода Кузнецова. Сталкеры на своих стоянках часто греют пищу. Посоветовала смотреть места отдыха на свалке, болотах, дикой территории и на складах. Я, конечно, тупанул, что не взял с собой стволы на продажу, но уже ладно. Потом как-нибудь. Хотел на телефоне смотреть стримы, а на ноуте ВП гонять, но YouTube решил все за меня сам. Да, в последнее время с Ютубом какие-то траблы вообще конкретные. Раньше у меня со стримами такой херни не было, а сейчас он просто вот красное все. Пропуски кадров идут вообще конкретные. Так, вот у нас место отдыха сталкеров. Термосов нет здесь? Нету здесь термосов. Может, в домике? В домике тоже не вижу. Пойдем. Пойдем к волку. О, смотри. Один есть. Один термос есть.
А что по поводу маленьких термосов? Тут у меня есть задание. Блин, по поводу маленьких термосов он ни хера не сказал. То есть, он вернее сказал, но у меня, короче, в ПДА ничего нет. Надо скриншот сделать. Пока вариант есть. Свалка, болото, АТП, радар. Места отдыха бандитов. Все понял. Когда на коп собираюсь. Вчера видео выпустил. Че, не видел? Подходи, пообщаемся. Субтитры только русские подрубай. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Если английский не знаешь. Удачи! Заходи, если чё. Так, ну Гавер у нас стоит вот там вот. А когда собираюсь, ну не знаю, на неделю уже пойду, наверное. У нас тут сейчас опять похолодание, так что даже снег обещают. Гавр. Ты, Гавр, меня к тебе информатор послал. О, Меченый пришел. Информатор сообщил, что ты ищешь убийцу Клыка. Могу помочь. Но само собой не за так. Нужно выполнить несколько дел для нас, скажем так. Не совсем красивых, но зато неплохо оплачиваемых. Достали уже, и ты туда же. Ну а если я тебе кое-что отстрелю из ненужного, как ты на это посмотришь, а? Сталкер, пойми, с мертвого инфы не узнать, давай-ка лучше к делу. Ты принес информатору ПДА. Так вот, из него стало понятно, что в наших стройных рядах завелась крыса. Но не из простых, а один из наших лидеров. Прямых улик против него нет, так что я не могу послать своих ребят и разобраться самим. Будут наезды, стрелки и, возможно, война внутри клана. А ты, как бродяга посторонний, да отмороженный на всю голову, как раз мне и нужен. Болт, так зовут крысу. Сейчас как раз здесь, недалеко, на складах, на стоянке наемников, которая сразу за деревней. Если ты добудешь его личный ПДА, то у меня появится доказательство его причастности к краже ПДА тирана. Согласен? Награда тебя ждет хорошая. Я тебе дам отмороженный, за такие слова твоя башка в киселе вариться будет. Ладно, принесу я ПДА, уговорил. Ага. С утра сегодня посмотрел. Ну и чё, как? Непонятно, наверное, было. Пойдем. Подходи, пообщаемся. Забирать ПДА болта. Ща будет мясо опять. Как Сарой в тот раз. Правда, да на этот раз я их разваливать буду, а не они меня. Болт, болт, болт. О, смотри, что есть. Смотри, что есть. Ну да. Куда пошли? Стой. Я тебе дам, let's go. Где? Где последний? Куда свалил? Что происходит?
Да нет, здесь нету. Куда ж он делся, а? Серьезно. О, смотри. Не понял, а где он сидел? Че, я что-то зашел, я его не видел вообще. Что за бред? Нормально, субтитры убью, все понятно. Жалко, что монеты потерял. Да блин, первый раз такое, реально. Не знаю, как я их потерял. Может, вот когда обзор снимал на камне. Возможно. Так. Ну что, получили? Думали, как в прошлый раз сможете делать, а вот хрен там. Детектор аномалий даже у пацана есть. Но он больше тебе не понадобится, так что я его заберу. Пустой. По-моему, сейчас, когда я возьму ПДА, будет спаун опять. Ну вот. А чё, спавна не будет, что ли? Фу, я думал, сейчас будет мясо. А мяса-то и не будет, оказывается. Бывает. Там что-то сейчас еще опять Гавер там нам даст. Какие-то документы, что ли, найти или что-то. По-моему, на радаре. Не знаю, сейчас идти, не сейчас. Подходи, пообщаемся. Помнишь видео Мармока в КС ниоткуда появившимся противником в комнате? У тебя такой же наемник? Нет, не помню. У него много видосов с КС. Но пасаран! Что-то в сон клонит, надо бы вздремнуть пару часиков. Да неужели? Странно, как это тебя не начало в сон клонить, когда с наемниками воевал. Как в прошлый раз. Все, значит, херачат в него со всех стволов, а он такой... Что-то в сон клонит, надо поспать пару часиков, блядь. Да. Слушай, ты орел с курятника, ты куда послал меня? Там же снайпер на снайпере сидит и снайпером погоняет. Мог бы и предупредить. На, держи. Обидно мне до изнеможения слушать это паскудство. Я человек с легко ранимой душой и тонкой конституцией. Сам знаешь, что зона — это сплошные неожиданности и неприятности. Ладно, дело нужное сделал. Вот тебе ствол, чтоб не ныл. И катись куда хочешь. Сохранка. Ну что, Гавер, что дальше? Дальше меченое дело такое. В общем, один из монолитовцев должен был добыть очень важные документы и передать их нам. Однако связь с ним буквально недавно оборвалась, его ПДА не отвечает. Последнее сообщение было от него, когда он был на радаре. Был выброс, и мы думаем, что он мог спрятаться в самом бункере выжигателя. Твоя задача — найти его и взять документы. Надеюсь, понятно? Тем более нам известно, что ты получил от ученых шлем, который защищает от пси-излучения. Сомневаюсь, что монолитовцу страшен выброс. Ладно, Гавр, поищу вашего парня. Да, в X10 надо.
Ну хорошо. Раз такое дело, то мы сейчас на радар не пойдем, конечно же. Это что? Блейзер Б-95. Нифига себе, блин. Охотничье двуствольное ружье немецкого производства с вертикальным расположением ствола. Откуда у меня гроза взялась? С наемника, что ли, выпала? Хз. Подходи, пообщаемся. Ну, мне, короче, на свалку надо. Пойдем, наверное, через темную долину сейчас на свалку. Так, ща вернусь. Что-то в сон клонит, надо подстремнуть пару часиков. Опять его в сон клонит, блядь. Неадекват какой-то, реально. По-хорошему в темную лощину бы сходить. Забрать там платы вот эти. Мне надо на свалку. О, кстати.
Что делать, если нету диалога на Александрыча у Холода? А почему у тебя его нету? Он должен быть, если ты выполнил все условия. Выполняй квесты на болотах, и диалог появится. В смысле, я не понял, динозавр. Ты чё, искал Мурку, не выполняя квесты Александрыча? Так не будет Мурки тогда. Ты чё? Думал систему наебать? Не получится. Не помню, что диалог у... У кого? В смысле, я не понял. Ты думал, что Мурка без диалога лежит? Нет. Ты должен выполнить квест Александрыча. Потом ты должен получить у него награду. И вот награда будет вот этот вот дробаш. Ну, то есть места его расположения. А дальше сам ищешь. Или не ищешь. Как хочешь. Узнать бы еще, кто зависит от цирка, ответил. Здравствуй, брат. Зона. Говори, зачем пришел. Да мы все теперь в зоне. С головы до ног. Я без карты уже... Да, должен быть диалог у Холода. А, по-моему, диалог у Холода на Александрыча появляется, когда ты сдашь ему квест на Красного Псевдыча. Да. Вот она. Ты ему сдашь квест на Красного Псевдыча. Узнать бы еще, кто зависит от цирка, ответил. А может и нет. А не, слушай, не помню. По-моему, даже на Красного Псевдыча я уже потом сдавал квест. Так, ну ладно. Стоянки, говоришь, сталкеров, да, на свалке? Ну, тут, понятное дело, ничего нет у вас. Это, в принципе, и не сталкеры, это алолговцы. Пойдем на ангар. После Свеблова, может быть. Я ж тебе говорю, выполняй все квесты на болотах и точно не пропустишь. Ты ему про аномалию. Что тут у вас есть? Ни хрена нет? И про что думает? Я ему и говорю, ты вообще, говорю, нормальный. Посмотри вокруг, сколько зомбаков ходит. А ведь ты Здесь тоже ничего не вижу. бывшие нормальные ребята и бывшие... Пусто. Не вижу здесь никаких термосов. Пойдем бандюков разваливать. Если они тут есть. Не, ну они тут есть, да. Согласен, получай.
Бывает, бывает. Не повезло пацанчику. Отлично. Готовы. А чё по поводу термосов? Где тут их искать-то? Или здесь нету? Наверное, здесь нету. Это, наверное, вот там дальше стоянка. Должна быть. Пошли проверим. Маленький термос. Вот. Хорошо. Так, вроде там надо было еще со сталкерами поговорить, типа на свалке. По поводу контролеров, точно. По поводу контролеров надо побазарить, только вот с кем? С кулинаром? Вроде у него не было диалогов. С этим, может быть, надо? С лологовцем? Сейчас проверим. Вы тут не видели поблизости контролера? Если бы я знал, как он выглядит еще. Мы ведь здесь, кроме собак и плоти, никого и не видим. Сталкер, который дежурит тут возле ворот, говорил, что видел какое-то жуткое существо на 2 ногах. Здесь, недалеко, в лесу за болотом, что на юге-востоке отсюда. Может, это он и есть? Посмотрим. Пойду проверю это место. Постой. Можешь мне принести часть этого контролера в качестве трофея? Буду показывать всем новичкам, что приходит с кордона. Вот обзавидуются. Хорошо, принесу. Все, очистить свалку от контролеров. Давай поспим сначала. Сначала поспим до утра. До утра не получилось. Круто. Будет сейчас тут мясо. Я вот так сделаю. Вот. Так, все. Мы не успеваем. Напишите за меня жене. Концентрати суцільні. А вдома увечері як було? Бойцы! Опа! Это очередной шанс доказать, что вы лучшие! Крушинники! Кто там прибежал, алё? О, дебилы.
Все? Не все. Да, сталкеры какие-то бомжары, ничего у них нет даже. Кто тут шляется? Трупешники чьи-то. Бомжары, ну да. А кто палит-то, не пойму. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Не, ну это понятно. Здесь же кто-то ходил. YouTube лагает, да. YouTube лагает. YouTube конкретно лагает. Пацанчик вообще не в курсе, что происходит. Ну и уже и не узнает, в принципе. О, контролер. Сколько? 8 часов давай. Вот, хорошо. Значит, вы говорите, что видели контролера в лесу. Ага, хорошо. Надо проверить эту информацию. Где ж контролер-то? Тут? Понятно. Вы чё, неадекватные? Листочек из дневника.
21 апреля. Сегодня опять умер подопытный. Уже 8-й за неделю. Что это за вакцина, которая убивает людей? Я думаю, что разрабатываемая вакцина это не лекарство, а наоборот новое оружие. А что если произойдет утечка? Только наши ученые ходят по лаборатории с таким видом, будто ничего не происходит. Я поделилась своими соображениями с Анной. Она сказала, что все бред. Надеюсь, завтрашние эксперименты будут удачными и больше никто не умрет. Вот оно как. Псевдопсина флексит. Ай, ту же самую аномалию, конечно же. Подожди, а задание-то выполнено? Не понял. Очистить свалку от контролеров. Ну, как бы я очистила, а кого еще искать-то? Странно. Может, из-за того, что я спал, они ушли? Может такое быть? Ну, типа да, наверное. Давай попробуем сейчас их убить. Я спать пошел, все, здоровья тебе, здоровья, 92. Давай. Спокойный. Что происходит? Пойдем разваливать. Безуар появился, но больше ничего не появилось. Руки так и нет. Контролеров больше тоже нет. Где еще-то искать? Или мне грабля контролера нужна, не пойму. Или мне всю свалку оббегать. А, это не все, слушай. Ко мне свою граблю протягиваешь. Да что ж такое-то? Опять у него рук нету никаких. Поговорить с крестом. Ну это, конечно, все очень хорошо.
Мне бы хорошо руки зомби взять, бошки тушканов, там хвосты собак. И все это обменять. Все это обменять на патроны. Лютый похититель на свая. Не, спать не будем. И контролеров пока валить не буду. То ли на кордон сейчас идти, то ли в бар за частями монстров, потом на кордон. Хрен знает. Чё на кордоне вообще? Тайники есть. Всякие эти есть. Блин, ладно, пойдем на кордон, чё? Там же переход есть в бар сразу. Вот можно будет через него перейти и забрать части мутантов. Вполне. А сейчас тайник заберем и все остальное.
Я тут пока немного без микрофона буду бегать. Мне тут кое-что посмотреть надо. Еще где-то, ну, пару минут еще без микрофона побегаю. Так что все нормально, если что. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Генерал поучает штабных. И запомните, очень часто после проверки боем оказывается, что надежный тыл на самом деле является беззащитной. А, да, помню. Все, поехали. Я, собственно говоря, сюда пришел за нычками. О, тушканы. Здорово. Что есть? О, большие тушканы. Три рюкзака в одном месте, вот это поворот. Так, что тут? Что тут сказали? Так, поехали. Угу.
Здесь у нас пивко. Да, здесь у нас пивко. Вот, 60 банок. Перенести 20 банок Дэну и перенести 40 банок этому охотнику. Все. Бейлис. Опа, грибочки. Забираем грибочки. Опять шмаляют. АК-9. Да, за эмбрион монстра и 2 пачки патронов, знаешь. Что-то у меня вообще желания нет тебе что-то приносить. Кстати. Нычки-то я собрал, теперь надо в бар сходить. Забрать там части монстров. И тащить их на болото. Так, что у тебя? Подожди. Ага. Хвост псевдособаки у меня точно есть. Так что забирай. Арты. Арты. С артами сложнее. Ну, в принципе, и ладно. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Винторезы тут, экзачи. Кстати, у меня есть экзачи какие-нибудь? Не. Легкий комбинезон сталкера есть. В 100% сохране. Ну, чё толку с него? Я почему спать не хочу? Потому что там же квест у Дэна на болотах. По контролеру. И надо ночью к нему подойти. Так что вот сейчас мы перейдем в бар, забираем части мутантов. Сразу отдадим 40 банок вот этому товарищу. Ну, идем на болото, собственно говоря. На болото нам надо. Блин, YouTube, когда ты уже лагать перестанешь? Я хочу с нормальным качеством стримить, алло. Так, пойдем продадим грозу. Угу. Если не нашел, чего искал, извиняй. Забирай. Патрончики на выхлоп. Дорого, блин, дорого. 12, 15, блин, охренеть. Чисто, блин, пару раз так купишь патрончиков на выхлоп. И все, чисто просто 300к в минус. Че, вообще, что ли, неадекватные? У вас нахер. Что за лаги, а? Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Эй, уборщик, ты что, до сих пор трупы не убрал с бара? Алло, что происходит? А ты что скажешь? Ничего не скажешь. Наверное, придется все-таки проходить арену, чтобы получить
задание. Так, ты. Привет тебе, заблудшая душа. Тише, сталкер, не шуми, башка гудит. Чё надо? Достал таки он пивка? Чего? Пивка? Какого пивка? А, так я же пошутил. А вообще-то ладно, давай сюда, трубы у меня горят. Ну на, забирай, алкаш несчастный. А ну-ка, все 40 банок, может я себе ставлю 10-15. Давай сохранимся и посмотрим. Так, так. Хе-хе, оставь, конечно. И черт с ним, с бандитом твоим. А, ну да, понятно. Все. ТОС охотник получили. Здорово, как жизнь. И осталось у меня ровно 20 банок для Дэна. Прям вот чисто вот впритык. А здесь ничего. А чё ты дашь, конечно, за гранаты? Ну-ка, ну-ка. 5. О! 5 выстрелов КРПГ. 5 выстрелов КРПГ. У меня же есть 5 выстрелов КРПГ. У меня есть 30 выстрелов КРПГ даже, а не 5. Ну-ка. Что за награда скрыта? Насчет задания. Так, получен. Достижение. Тяжелая броня долга. 5-7, штык-нож. На самом деле говно, если честно, а не награда. Ну хотя ладно, за 5 выстрелов КРПГ пойдет, пойдет. Ничего. Это я уже придираюсь реально. Прорвемся. Так, ты что мне скажешь? Бармен. Баллон с коллоидным газом. Давай. Достану я тебе баллон. Б. Вот, баллон с коллоидным газом. Живища. Ну и отлично. Готово. Все. Здорово, меченый. Так, тут у меня есть. Вот это выкладываем, вот это выкладываем, вот это выкладываем. Патроны. Патроны выкладываем. Вот это, вот это. Угу. Вот это. Блин. 7,62 на 51 выложил. Ладно, пускай. Все равно особой снайперки-то и не стреляю. А так у меня почти 500 патронов бронебойных, что тоже неплохо. Легкий комбинезон сталкера. Есть. Медикаменты. Артефакты. Части мутантов. Вот безуары скинем. Глаза плоти, копыта кабана. Руки зомби оставляем. Хвосты собак тоже. Бошки тушканов забираем. Руки зомби забираем. Хвосты собак забираем. Руки контролеров забираем. Руку контролера одну, правда, надо этому кулинару отнести. Ладно, принесем, чё. Потом как-нибудь. Я даже выложу. Специально вот одну руку чисто выложу. На всякий случай, если я забуду. Чтобы у меня была в нычке. Запасная. Прочее. Детектор аномалий. Дозиметр. Консервы. Термосы сюда скинем. Потому что... Ну, потому что. Все, да? Мухомор. А мухоморы есть? М. М. Мухомор. 2 штуки. Маловато, на самом деле, как-то. ПДА 237. Ну да, артефакты скинуть. Артефакты. Вот это, вот это. И вот это. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут?
Колбасу и батон надо хреновые стали делать. Лопату надо скинуть, слышь? Лопата. А чё я ее сразу не скинул? Интересно, почему? Здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Мне надо к ремонтнику. На тебе. Проходи, бармен ждет. Бармен ждет, говоришь? Ну пускай дальше ждет, что я могу сказать. Тушкан крупным планом на загрузочном экране. Самое то. Кстати, сейчас заодно вот к этому товарищу зайдем. А за что он там патроны выдает? И какие? Нет, не этот. Не, смотри, патроны не выдает. Либо он за какие-то другие части выдает, я не помню. Короче, ладно. Остается только на болото переходить. Сейчас опять лагать будет, это ж болото. Ну все. Пошло-поехало. Так, пойдем побазарим с тем товарищем. Что у него за ЦЗшки есть? Может, что-то интересное? Ну, на самом деле... А, хотя, смотри, тайник. Давай. Тайник, за тайник я согласен. За тайник я согласен. Так, что еще? Найти новый печенек. За это даешь экзоскелет бандитов. За это даешь лечебный берил и тайник. Ну, на самом деле, мне не интересно остальное. Что тут лежит? Канистра с бензином, винчестер. Забрать все. Вот сейчас побежим к Дэну, короче. К Дэну побежим.
Тут где-то лютые похитители на свая должны быть. По идее. А куда бежать-то? Так я неправильно бегу, слушай. Хотя, в принципе, правильно. Если я сейчас вот сюда зайду и побегу по вот этому берегу, то я приду к тайнику. Тайник вещь полезная. Или тут награда? Нет, тут тайник, слушай. РПК нулячий, скат 9М и всякое говнище. Ну, пойдет. Но. Капля. Окей, капля. Все. На самом деле в другую сторону надо бежать вообще. В темноте вообще непонятно, куда бежать. О! Эффект обоссанного экрана, здравствуйте. Ух, ща патронов наменяю. Поправился чуть, пошел смотреть, кто это зверь его половал. Там комната большая, вниз стол стоит, длинный такой, как шоссе. Привет, Дэн, вот раздобыл я пивка. Ну, меченый, ну удружил, дай мне попробую. На вот, держи, вроде свеженькая. Дробь, ага. Что за день такой? Всем чего-то нужно, ладно, говори. Короче, меченый, на свалке человечек есть, вороном кличут. Но я тебе о нем уже говорил. Так вот, ему недавно один обрезик древний на продажу принесли. Он мне отписал, что это обрез Remington 870 Wingmaster. Выпуска начала 50-х годов, из первых партий. Я давно за таким охочусь. В зоне второй такой не найдешь, зуб даю. Будь другом, забери, а? Взамен он просил передать ему вот этот мешочек. Принесешь обрез, получишь уникальный артефакт. Такого ты еще не видел. Ворону? Ладно, давай сюда мешок отнесу. Мешок с травой? Все понятно, Дэн, чем вы тут занимаетесь на болотах. Дэн, ну что, разобрался со шлемом? Да почти настроил, не хватает некоторой информации. Послушай, ты ведь бывал в X-18? По некоторым сведениям, в этой лаборатории занимались изучением воздействия пси-волн на человеческий мозг. Наверняка там есть более подробная информация об этом явлении. Не находил в лабе подобные записи или флешку с данными? С помощью этой инфы я бы вмиг настроил тебе шлем. Но не спешим мчаться туда галопом. Долговцы сообщают, что в долину зачастили наемники, ищут что-то. Один раз даже пытались установить на высоченной трубе какую-то аппаратуру, но ничего у них мудаков не вышло. И вот совсем недавно группа наемников спешно покинула X-18 и направилась в темную лощину. Бойцы долго перехватили радиопереговоры бандитов и выяснили, что те спустились в лабораторию и обнаружили раскуроченную выстрелом взрывом стену, за которой была секретная комната с компьютерами. Надо бы нагнать эту группу и заполучить в свои руки сведения, добытые наймами в лабе, не угодив под их пули. Ладно, схожу в лощину, разведу обстановку. И главное, чекушка заветная туда же. Родной вам не отдам. Как насчет обмена? Хвостики слепышей. Цепился я в бутылку как дитё. Мое это добро, гражданин начальник. А бутылку как кто-то держит. И не отдает, тянет вверх. Ну, думаю, падлый, не видать он. Ух, как хорошо. Сейчас я патронов-то наменяю. Зубами пробку вынул, начал пить. 3 глотка еле сделал, не идет. Горло как тисками сдавило. Перед глазами круги уже. Так вот, ну значит, глотнул. Так, пошли бошки, Тушканов. Кинул им бутылку. Подавитесь, падлы. Тут-то меня отпустило. И вот это говорит. А вот теперь пошли руки контролеров. Никуда я, гражданин начальник, не пропал, говорю. А сам потихонечку отползаю. А ну опять. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет.
Тут-то я и сообразил. Так, и что я тут понасобирал? Потеряла меня тварь из виду. А понасобирал я нормально так, кстати. Давай остальное сюда выложим. Предметы, части мутантов. Башка тушкана, руку контролера оставим, хвост собаки выложим. Хорошо. Я достал ПНВ, как ты просил. Дашь совет, как лучше разобраться с нарушителем вашего спокойствия? Контролера охотника и его свиту найдешь на заброшенном хуторке, что к западу от нас. Но не торопись переть на монстра в лоб. Рядом с хутором имеется башня, с которой видать всю округу. С нее тебе будет легче отстреливать зомби и вычислить самого мутанта. Постарайся закончить дело до 5 часов утра, затем начнет светать. Спасибо за ремнаборы. Как говорил Ленин, главное ввязаться в бой, а там посмотрим. В смысле, спасибо за ремнаборы? А, он у меня забрал, бля. Ладно. Что за это даешь? Говно. За печень крыла надо... О, смотри. Смотри. За печень крыла надает картечь. Они нас убивают, и мы их убивать будем, чтоб дошло. Что еще? GPS мачок. Сколько времени? 2 часа. У меня 3 часа на то, чтобы контролер завалить. Все, я понял. ТОС 34. «100 рук зомби», охренеть. Это надо к Александрычу идти. Это надо срочно идти к Александрычу. Так, а что тут у нас еще? Лекарство для кота. Взять у Дэна пси-шлем. Принести сломанный экзоскелет бандитов. Ну, не знаю. Пойдем сначала развалим контролера. Вот у нас есть палач. Палач всех разваливает хорошо. Но я думаю, его починить стоит, потому что он, скорее всего, уже покоцался. Как обычно. Сохранка. Ой, точно. Да как так-то? Это пиздец просто. На башню, говорит, залезь, Дэн. На башню, говорит, залезь. Да сюда хер подойдешь к этой башне. Здесь какая-то вообще жопа творится. На башню залезь. Залезешь ты на эту башню, конечно. Тут только брать и кувалдой разваливать. А перед этим вот так вот делать. Хотя нет, подожди. Там сейчас меня стрелять будут. Блин, а это тоже нельзя снимать, слушай. А, да, вот это снимем. Вот это снимем. Нацепим вот так. Так, еще что-то снять надо. Если я вот так сниму. Так, радиация пошла набираться. Плохо. Тогда что? Вот это? Да, вот это снимем. Все. Вот так.
Как они это делают? Да сколько тут контролеров, блядь? Твою медь, где? Что? Я не понимаю, что происходит вообще. Ты иди сюда. Чего, блядь? Это жопа какая-то. Что происходит? Они со всех сторон херачат. Еще этих биомасс нахерачили сюда. Это жопа просто. Ну ладно, хорошо. Раз такое дело, значит будем решать вопрос конкретно. Да. Будем решать конкретно. У меня есть такой аргумент, который, я думаю, вам очень понравится. Очень. И посмотрим, как вы тогда будете по мне херачить. Ща, погодите. Вот. Граната-вороненок называется. Я думаю, вам очень понравится такая вот. Сейчас мы вот так вот кинем. Теперь надо валить. О. Хорошо. Еще вот туда подальше вороненка кинем тоже. Вроде кого-то вшатал. Это эти ебучие биомассы. Ну понятно. Блин, еще и этот пришел. Ну конечно. Погоди. Я вот это сниму. Нацеплю тогда вот это. Вот это. Химажок. Химажок мало. Химажок больше надо. Больше химажога. Да твою медь! Тупые контролеры, как вы достали меня, а? Так, кто хоть с этими разобрался? Как? Как? Что вообще происходит? У меня телепатия 100%. Как они вообще меня дамажат? Я, блядь, не понимаю, как они дамажат меня.
Это что, зомби? Нет, это не зомби. Это контролерша. Фу, блин. Хорошая вещь, пушка с автонаведением, блин. Ладно. А, ну контролеры-то не закончились. Контролеры еще есть. Биомасса еще есть? Да вы издеваетесь. Где эти биомассы? Так, уже проще. Остался только контролер где-то. Надо только его найти. Ага. Ага. Я что-то слышал. Зомбак. Угу. Непонятно. Еще куча контролеров. Круто. Просто крутейшая штука. Всегда мечтал именно так это все делать. Так, ну-ка, где эти педики? Смотри, сколько их там. Вот это да. Вроде бы это зомбаки. Меня просто берут и вхерачивают. Я даже не пойму откуда. Здесь реально непонятно ни хрена. Да откуда? Ты же вы ублюдки, а? Откуда это все происходит? Ты кто такой, блядь? Что ты здесь забыл нахер? Фу, ёбаный. %100% от телепатии. Меня все равно дамажат контролеры. Ну да, почему бы и нет. А вон контролер, все, я вижу. Все, развалили контролера. Наконец-то. Ты кто такой, слышь? Ярик Колдун. А что ты здесь делаешь, Ярик Колдун? Откуда вообще? Так, сейчас поглядим. А, это, наверное, со стоянки сталкеров. Да, без перспектив нет. Нормально, кстати, помог. Вообще какая-то жопа происходила непонятная.
Чисто ночь, куча контролеров, нихера непонятно. О, еще контролеры. Ну да, конечно. Вот скотина! Почему бы и нет? Ладно, у меня задание выполнено. Короче, я валю отсюда. Мне уже надоело вот эти тупые постэффекты. Ни хера не видно. Ночь. Достали. Вот это цепляю, вот это цепляю. И что еще? Так, а что я забыл-то нацепить? А, все. Да, я представляю, если бы я решил выполнять этот квест в начале игры. Когда у тебя нет вообще ни хрена. Ни защиты, ни оружия нормального, ни хрена. Как это выполнить? Как? Вообще какие-то неадекватные задания получаются. Для начала игры. Я сейчас еле выполнил. Плохая у вас разведка. Контриков на хуторе оказалось трое, поэтому пси-излучение было таким сильным. И похоже, что бывший охотник управлял двумя другими. Не может быть. Впервые слышу, чтобы контролер мог брать под контроль себе подобных. Интересно, что же с ним все-таки случилось? Личных дневников при нем не было. Шучу. Про уговор не забыл? Так, слушай сюда. В описании охотника говорится, что нужный тебе набор лежит недалеко от смотровой вышки на дикой территории. Если идти из бара, то можно сразу уткнуться в нее. От вышки нужно повернуть направо, там и будут инструменты. Побежал на завод, счастливо. Фух, жесть. Жесть. Просто жесть. Давай поспим. Это жесть. Сколько времени? 3:21, давай же спать 5 часов. Фух. Хоть теперь не ночь, блин. Так, нам теперь к Александрычу надо. К Калмыку еще надо, к Александрычу. Да, короче, пошли сразу к бандитам на церковь, там развалим всех. Оттуда уже будем плясать. Куда, кому, зачем. Угу. Слышь, чё вы такие живучие, а? О, ну все, понятно. Твою медь, что происходит? Слышь, ты охренел такой живучий?
Школота! Хейтеры! Ой, маманя! Ну все, готово. Вроде мне говорили, что тут где-то могут быть термосы. Я думаю, стоит проверить. Кстати, придется и Мстителей вынести. Маленький термос, смотри. Есть такое дело. Вот это забери. Вот это забери. Маленький термос нашел. По поводу больших, там, по-моему, про болото ничего не говорили? Или говорили? А ну. Не. А ну-ка, давай посмотрим по поводу термосов. Где-то здесь, да, было? Охота начинается. Термосы для Воронина. Нет, на болотах должны быть. Должны быть на болотах термосы. Извиняй, конечно, большие. но тебе оно все уже без пользы. Здесь вроде ничего нет. А этот гол как сокол. Стоялка сталкеров вот там, возле хутора есть эти контролеры. Надо будет пойти посмотреть. На металлургический завод еще пойдем. Ну-ка, холод. Грибы. Вот так вот. Работа. Ничего нет. Хорошо, понятно. Какие люди на нашем болоте? В кабинете у Свеблова, да, говорили, там есть что-то. Коробка конденсаторов, что ли? О, кормилец! С чем пришел? Я не могу сейчас разговаривать. Я получил ваше сообщение. Что за срочность? Меченый, спасибо, что пришел. Лихо ты справился с Акуловым, наслышал на его жестокости. Раз ты легко так с ним разделался, то я решил обратиться именно к тебе. Меня кое-что тревожит. Над болотами часто стали летать ударные вертолеты. За последние 3 недели уже было 7 рейдов. Раньше такого никогда не происходило. Что военным здесь понадобилось? Где именно пролетали вертолеты? Большинство полетов было над северной частью болот. Возможно, они ищут тропу сюда. Но зачем? У них с нами никаких счетов нет. Вот тут-то мне и нужна твоя помощь. Сможешь выяснить, что планируют вояки? Как вы себе это представляете? Подхожу я такой к майору Кузнецову и спрашиваю: парни, какого хрена вам надо на болотах? Хотя, неплохой вариантик.
Меченый, есть новое задание. Если тебе интересно, то загляни ко мне в бункер. Угу. Вот и отлично. Да, еще загляни как Василий. У него для тебя тоже задание было. Да. Не. Говно награды. Так чё, где коробка-то конденсаторов? Где я ее искать должен? В кабинете у Свеблова. А где? На столе? На столе ничего нет. А, вон, смотри. Вон оно, вон оно. Взял. Взял же? Взял. Все. Так, что ты там хотел? 20 гранат F1, РГД-5, дымовых, светошумовых, 5 сдвоенных F1. Давай-ка сохранимся и попробуем взять. По-моему, он должен мне список дать. Гранаты. По 20, да, штук там надо? F1. Светошумовые, дымовые. Журнал. Заказ от Свеблова. 20 F1, РГД-5, 5 сдвоенных. Такое. 4 грозы, 10 армейских аптечек, 10 антирадо, 20 энергетиков, 5 маяков, 5 рюкзаков. Элитный детектор аномалий. Охренеть ты, баклажан. Так, гранаты опять же. Сдвоенных у меня нет. Медикаменты. 10 армейских аптечек. О, как раз 10 осталось, слушай. 10 армейских аптечек. Антирад. Вот так вот делаем. Десять антирадов, 25 рюкзаков. Вот еще можно ему скинуть. У меня как бы есть рюкзаки. Вот, 5 рюкзаков есть. Послушайте, короче, Хохман. Что тут у Василия такое? Здорово. Свеблов сказал, что у тебя ко мне дело есть. Захар Карпов, здорово. Надеюсь, тащить всякое барахло не придется. Барахло не придется. Я в курсе проблемы, которую рассказал тебе Свеблов. У меня есть некоторые сведения. Откуда, сказать не могу. По этим сведениям, вояки хотят провести испытания прототипа нового армейского изолирующего бронекостюма в условиях зоны. А где еще проводить такие испытания, как не на болотах? Здесь очень суровые условия, не всякий сталкер сунется сюда. Если ты не в курсе, если ты в курсе, то почему не расскажешь все Свеблову? А ты не понимаешь? Раз испытания, то продлятся они недолго, и вояки скоро уйдут, и Свеблов прикажет никому не встревать в их дела. А я хочу заполучить этот прототип. Говорят, чего только в него не напихали. Я уж постараюсь вытащить из него все лучшие наработки и технологии. Было понятно, что наш лидер поручит это дело тебе. И без твоей помощи мне не заполучить новый прототип. Ты 2 зайцев убьешь, поможешь чистому небу и мне. А в награду получишь то, чего даже у вояк еще нет. Мне ведь только покопаться в бронекостюме нужно, потом сможешь забрать его себе. Как тебе мое предложение? Заманчиво, убедил. Если заполучу его, то принесу. Угу. И чего? Нету у меня, да? А чё ты за алмазный колобок дашь? А, патроны. Себе оставь свои патроны.
Зона сведет, увидимся. В Калмыку пошли. Почему канал называется? Потому что так исторически сложилось. Я не туда пошел. Мне вот сюда надо. Да, сюда. Опа! Смотрите, кто у нас тут. Лютый похититель на свая. Вот и все. И щупальца достались, кстати, хорошо. Так он тут не один. Привет, калмык. За лекарствами пришел? Да, но только в этот раз за особенным. Кота знаешь? Ну так вот, схватил парень дозу радиации нехилую. Ну и херей день ото дня. Крысу ГБшную? Знаю, много они нам в свое время крови попили. Я ему и помогать-то не хочу. Мужик, я ж тебя выручу, помоги мне, не ему. Ну, только ради тебя, но учти. Во-первых, необходимо раздобыть особый ингредиент. Во-вторых, лекарство радиоактивно, так что будь готов схватить дозу, пока его нести будешь. Запасись антирадами, ну или мазью моей. А что за ингредиент? Необычное растение, которое растет только на дереве с красно-оранжевыми листьями, что на поляне к северо-востоку отсюда. С виду оно похоже на цветок с розовыми лепестками, но это точно никакой не цветок. Я пока сам не выяснил, что это такое. Срезай его аккуратно, смотри, чтобы слизь лепестков не попала на открытые участки кожи, иначе получишь сильнейший ожог. Все остальное из рецепта у меня есть. Лады, пойду искать. Что по заданиям? Чистонебовцев на свай воровали. Да, есть такое. Так. Это ты хотел дозиметр? На тебе дозиметр. Я тебе принес. Че еще есть? Рука чумного зомби. Что у меня есть? Рука чумного зомби. Что за нее даешь? Просто редкие патроны? Да пошел ты. Что происходит? Тушканы какие-то прилетели. Да, давай сейчас еще кабанчики набегут. Почему бы и нет? А, ну в принципе они и набегут как бы. Кабанчик. Что происходит, блин? Флексит кабанчик. Нам сюда. Что, пацаны настолько расплодились, что у них... Ты куда это? Еще тушканы. Давайте, подлетайте сюда, чё? Сразу всех насобираем. Чё, передумали, что ли? А чё так? Летающий тушкан, теперь ты все видел? Ну, не знаю.
Я думаю, что все-таки ты не все видел. Так, ладно. Вот у нас с этой стороны как бы это херь. Нам теперь сюда. Потом сюда. И вот он у нас тут цветок находится. Куча тушканов заспавнилась. Да ладно вам. Вы что делаете, а? Вы достали. Чё, очко заиграла сразу, алё. Пойдем к сталкерам на стоянку сходим. У них, по идее, должен быть термос. Возможно. Или нет. Не, у сталкеров что-то ни хрена нету здесь. Ладно, понятно. Эй, что произошло с картой? Походу игру пора перезагружать. Пойдем возвращаться к Калмыку. Вот он, чудо-недоцветок. Давай сюда. Так, мне нужно время, чтобы сварить лекарство, а ты погуляй немного. Приходи через 12 часов и не задерживайся. Через 12 часов? Давай попробуем поспать 8 часов, и потом 4 часа еще погуляем. Стоп! Да. Хорошо. Пойдем к Александрычу теперь. Да, на болотах красиво, однако. Круто прямо. А чё по поводу изолирующего костюма? Мне можно сейчас его найти или нет? Карта альпиниста. Найти прототип. Он хочет заполучить такой. Ну, не знаю, там мне надо идти, наверное, вон туда дальше, да? То есть мне сейчас надо куда? Вот сюда. Вот сюда вот мне надо. Блин, обходить придется, охренеть.
Александрыч, здорово. Работа есть? Понятно. Лапы зомбаков еще нужны. Так, какие мне патроны нужны? Ну, конечно же, натовские. 2. Позбивались тут в стае. Ну, точно. Ну, сейчас я вам выдам. Шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас, Все. то ли зону от нас. Руки закончились, зато у меня теперь есть почти 2К патронов. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Отлично. Ну чё, насколько я знаю, этот бронекомбинезон должен быть где-то в этой стороне. Мне надо сюда идти. Не знаю, правда. Будет он здесь сейчас или не будет. Вот лютые похитители на свая тут явно есть, как бы, да. Это без базара. С лютыми похитителями здесь все очень даже понятно. Блин, куда мне идти-то надо, а? Ну все, понятно. Не знаю, можно здесь пробежаться. Но здесь, по-моему, ни хрена нету. Или можно даже дальше пробежаться в сторону хутора. Калмык Василий. Не знаю, наверное, костюм появится после того, как откроем, ну, как поговорим с Кузнецовым, короче. Чё, пошли тогда на металлургический завод? По идее, там уже должны появиться ученые. На кое-чем верченые. Поразваливаем немного контролеров. О, да тут и псионики, кто хочешь. Я понял. Надеюсь, уже нету. Где же эти контролеры? А! Я тебя понял. Я тебя понял. Понятнее некуда. Подожди, а как это ты меня... Да как ты меня видишь-то? Да выдолбывался. Контролеров тут нормально, я смотрю. Контролер толстяк. Неплохо. Название соответствует. Ну, хотя я же эти названия придумывал. Чё бы они не соответствовали-то? Все, нам на металлургический завод надо.
После металлургического завода надо будет еще вынести Мстителей. Там могут быть тоже термосы. Кстати, я не проверял стоянку Дэна на наличие термосов. Это печально. Что у нас тут? Надо вот это скинем, вот это скинем. Обрез. Зачем мне вообще обрез? Хз. Так, отойду. Так, ну что,
Ученые-то появились? Ученых нет. Ну, круто, чё. А когда они появляются-то, блядь? Вообще хз. Чё я сюда приперся? Короче, ни хрена его здесь нету. Вернее, ученых этих. Что делать, блин, я не знаю. Ладно, пойдем монстров хоть развалим, раз уж такое дело. Не просто ж так пришел. Угу. Никто тебе не поможет. Жесть какая-то происходит здесь. Ну и кто тут еще остался? Пришел, называется, к ученым. А ученых-то и нету.
Едем! Аж ствол вниз улетел. Что такое? Алло, псины. О! Ну да, ну да. Да блин, где псины-то эти? Ну все, вроде разобрался со всеми. Кого-то надо развалить собак. А где собаки? Где их искать-то вообще? Биорадар бы. Это была бы, конечно, вещь. Ну или так. Тоже вариант. Пойдем обратно на болото, значит. Раз ни хрена здесь нету. Что делать? Только мстители выносить на болотах. Потом можно пойти на агропром, отдать дезертиру жрачку и водяру и забрать, короче, траву. Что еще можно? А, траву скряги, да, надо принести? Да и вообще, скоро заканчивать будем. Там, конечно, на заводе торговец есть хороший, но зачем к нему идти, в принципе?
Давай заберем вот это. Вот это. Тактики заберем. Грозы, печенеги всякие. АК-104 заберем. Дробаши заберем. Пулеметы заберем. Дробаши продадим Сахарову, как обычно. Кому же еще? Не, ну не знаю, слушай, у меня как бы и места-то особо нет. Нулевые выложим, чтобы еще место осталось для Хабараса Мстителей. Так, Дэн, Василий, Калмык. Да, к Калмыку же надо. Там у нас оставалось 4 часа. Около 9 часов я пошел на металлургический завод. И сейчас у нас... Ну, еще 3 часа примерно. Как раз успеем развалить Мстителей. Проверить стоянку Дэна. И вернуться к Калмыку. Там поспим. И все. Тут где-то пауки должны быть. Ладно, не пауки. Уже запалили. Чё, Мстители закончились? Что-то быстро. Это просто Абакан. Мне такое неинтересно. Тоже просто Абакан. Никаких термосов я здесь не вижу, кстати. Штейры заберу. Ни хрена себе. А термос-то вон он. Есть термос, оказывается, здесь. Не зря пришел. Это я, получается, уже 3 маленьких нашел, осталось 2. Отлично. Получена информация о тайнике. Опа. Информация о тайнике. В домике-то еще есть что-нибудь? Да. Тут у нас всякая жратва. И все.
Так, где тут могут быть термосы, а? Где-нибудь здесь, возможно. Или, возможно, здесь. Эх, сыграю-ка я вам, други. Хочет сам по себе жить, сразу ногой на горло. Козлы. Сколько рук контролера? 2. Оставим. Так, ну здесь ничего нет. Никаких термосов. Пойдем к калмыку. Там уже поспим сразу и все. Ой, блин, а. Ну серьезно. О, бюреры. Слышу бюреров. Ага, радиейшн, все понятно. Охренеть, сколько тут бюреров. Ну ладно, не хотите меня пропускать по-хорошему, будет по-плохому. И тогда уже не обижайтесь. В радиацию влетел. Не хотите меня, значит, пропускать? Хорошо. А где еще один? Да подожди. Блин, бюреры за мной бегут. Какого хера?
Я того топтал эти болота. Да уёбывались. Так, ну чё? Спим тогда. Через 7 минут можно спать. Ну а подождем. Две минуты. Один сталкер говорит другому. А я с собой всегда фотографию чего беру. Прибежали. Холод, грязище, а... Что тут происходит, блин? Неадекватные какие-то псины. Взяли, сами прибежали. О, и спать не надо, слушай. Ну как там, лекарство готово? Вот, забирай, готово. Ты, надеюсь, антирады заготовил? Ага. И чё? Сколько лекарства фонит? 40? Нормально. Нормально. Лютый похититель на свае что-то бегает. Не знаю, осталось только к Дику вернуться, сдать квест. И можно будет, в принципе, сваливать с болот. Хотя, я думаю, Дику квест сдам и на этом закончим.
Я так думаю. Ну шо, дьяк, зачистил твой лагерь? Что ты мне дашь? Получена информация о тайнике. Тайник, хорошо. Тайник. Это еще хорошая награда. На агропром теперь надо вообще-то идти. Это что? Наград за достижение. Тридцать 33 бутылки водки у меня есть. Смотри, вот это да, вот это поворот. Чисто не искал, нашел, блин, термос. Охренеть. Не знаю, на кордон, наверное, пойдем. Типа зайти в бар, сдать там ненужное, да? Хороший же вариант. Не, надо все-таки идти на агропром, все-таки уже этот мешок забрать у дезертира. Конечно, ночью бегать это такое. Мы поспим, что ли, для приличия. Кто тут бегает? Веномы. Веном. Веном, здорово. Что скажешь? Ничего не скажешь. Просто отъехал. Ну ладно. Нам сюда надо. Вот что происходит здесь. Псевдыч с плотями чем-то занимался незаконным. Вот Псевдыч, а? Ты смотри. О, еще Псевдычи. Еще Псевдычи. Псевдыч, ты чё, плоть преследовал? А ты знаешь, преследование это тоже незаконно.
Так, вроде на агро никаких квестов, кроме дезертира, у меня нет. Или есть? Я не помню. По-моему, нет. В пещере есть квест на мыло. Но квест на мыло, не знаю, по-моему, ничего не дает абсолютно. Просто вообще ничего. Давай, наверное, заберем мешок, сдадим мыло и закончим. Хватит. Понятно. Ну да, только мешок плана вон висит и все. Больше ничего. Нормально. Собаки в воздухе висят. Бандюки. Ща, погодите, до вас очередь дойдет. Домой хочу. Домой. Не понял. Не понял. Колбасы не хватает, твою медь. Как так-то? Колбасы не хватает. Охренеть, колбасы не хватает. Ну круто, чё? Придется тогда обойтись без этого. Где водка? Ну-ка, еда. Да, все. Короче, мне одна колбаса нужна. Потом найдем, и все нормально будет. А пока пошли. Че вы понтуетесь своими подствольниками? Че, попонтовались? Вот и все. Все.
Что это тут у нас? Сталкер валяется. Военный. Так, тут чё? О, псевдоч ходит, ни хрена себе. Так. У меня вроде был сик командо, да? А у меня нет сик командо. А, это G36 командо. Ну что я могу сделать? Нет, так, нет. О, это шорт. Смотри. Просто так валяется. Чешуя. Нормально. Все, последняя остановка на сегодня — это пещера. Сдаем мыло и все. Продолжим в следующий раз. На следующий раз у нас там что? У нас янтарь. У нас X16 с фонариками. У нас радар X10. Вообще, по-хорошему, еще на свалку бы зайти сдать мешок. Но это такое. Не, можно будет зайти, но тоже в следующий раз. На свалку. Ну, посмотрим, короче. Так. Эти бюреры. Да ну, чисто мне лень вас всех это палить. Ты. Принес тебе мыло. Смотрю, ты на поправку идешь. Судя по лежащей на столе туши, вы тут не голодаете особо. Да, с божьей милостью и лекарствами шахтера. Вот, как и обещал, скажу. Есть переход, он также находится на верхнем уровне лабиринта и ведет на какую-то неразведанную землю. Поправлюсь, обязательно разведаю, что за земля такая. Но есть одна неувязочка, координаты я тебе дать не могу, шахтер просил пока не говорить. Но дела. Значит, я зря за мылом мотался, вот тебе и благодарность. Не серчай, шахтер сказал, что это для твоего же блага. В разведку мы собираемся, пойдешь уже по разведанной и проверенной тропке. А пока держи рецептик один. Нет, к сожалению, артов при этом деле не получится, но если кинуть в аномалию торнадо колбасу и рудимент грудины от женской особи зомби, ты уже, наверное, видел таких, то этот рудимент увеличивается в размерах, а соответственно и стоит у торговцев дороже. Только очевидно, это еще не весь рецепт, остальную его часть я не знаю. И не забудь на агропроме с торговцами пообщаться, может, чего и узнаешь. О, интересно. Еще и на агропроме с торговцами пообщаться. Да. Что можно сдать? 3 рюкзака. Пустышка, патроны. Не. Канистра с бензином. Всякие разные арты. 3 глаза плоти, рука псевдогиганта, клык хищника. В 3 экземплярах у меня ничего нет. Не могу я тебе ничего дать.
Вот здесь вот возле костерка сохранимся. И все. Получается, в следующий раз мы пойдем тогда сначала на Агропром опять. Поговорим с Адреналином по поводу рецепта. Но дальше уже будем решать, или на свалку идти, или на янтарь. Ну, хотя, скорее всего, на свалку все-таки сходим, отдадим мешок, а потом уже на янтарь. Короче, посмотрим. В принципе, продуктивно побегали, стройплощадку прошли полностью. Наемников там развалили. Так что там уже нормально все. Что-то еще. Лекарство от калмыка для кота. Можно выпить, кстати. Упаковка конденсаторов. 20 аптечек, ну такое. Вообще, да, в бар надо идти. Там стволы скинуть, продать. Ну, не знаю, на самом деле, когда мы туда попадем. Такое дело. Да. 20 кг, да, это стопудово надо идти на свалку. 20 кг скидывать. 20 кг это вообще не... Чисто в ноль, вот просто вот. 20 килограмм минус 20 кг у тебя, и все в инвентаре. Глушитель, глушитель. Что еще есть? Ни хрена себе, короб с патронами 3,5 кг. 3,5. Рюкзак. Один рюкзак, 1 кг. Ладно, все. Пора выходить. На этом стрим сегодняшний завершается. Всем спасибо за просмотр, кто был на стриме. С вами был 92 и ОП21. Всем удачи, всем пока.